Здрасте, здрасте, здрасте! Кто уже потянулся, всем большой алоха. Плотный. Кто не потянулся, тот посмотрит в записи. Я уверен. Да и в любом случае, скорее всего, стрим в основном будет под запись. Потому что я не знаю, сейчас люди не особо интересуются историей, тем более историей античности. Так, это был Телеграм, отлично. Стрим идет, все хорошо, я должен все чатики видеть, кроме Гудгейма и SK2. В остальном Twitch я вижу, YouTube я вижу, и ВК тоже на двух экранах я вижу. Вот. Короче, так, надо себя воткнуть. По звуку все должно быть хорошо. По изображению также. Так. А где эта сволочь? А эта сволочь здесь. Я изначально планировал обмотаться тогой, вот, но не нашел белой простыни, нашел розовую простынку с сердечками, видимо, из оставшейся от одной из своих бывших, с цветочками и прочими штуками было найдено, но исключительно белый не был найден. Потом я думал нацепить халат, думаю, все-таки Грецию, ну ладно, за место тоги это подойдет, но не подошло. Слишком жарко в халате, тем более плюс 3 за бортом, перепады температур, минус 30, минус 13 и потом внезапно плюс 3. Замечательно. Голова болит, немножко от влажных напитков запасено для расширения сосудов. Ваше здоровье, господа. Вот. Лесбийские игры начинаются, да, здорово, здорово. Twitch вижу, да, все хорошо. Здорово, Джейсон, здорово, дорогой. Корововирусы проклятые. Я сбился, но, в общем, мною было принято решение просто одеть светлую футболку и отправиться в Грецию на интерактивный тур. Опять же, повторюсь, сильно народу, скорее всего, на всяких разных наших площадках ждать не стоит. Может быть, на сайте, потому что ребята просили прикрутить чаты к плеерам на сайте. Я прикрутил. Миссия выполнена, довольствуйтесь. Вот. Ну, в общем, так. Еще раз напоминаю, Assassin's Creed Odyssey, Одиссея, интерактивный тур, исторический экскурс в античный мир, в Древнюю Грецию, в нашем случае. Вот, посмотрим, как это все потом в записи. Да, кстати, полотенце тоже вариант. Это через плечо закинуть. Но у меня, по-моему, белых тоже полотенец нет. У меня там есть красные, зеленые, полосатые. Чисто белых нет. Так, с картинкой вроде все хорошо. Я у себя на третьем экране вижу. На втором экране я вижу чаты. Все отлично. Вот, посмотрим, как в записи потом зайдет. Если какие-то просьбы, желания, там донатящие ребята в записи, которые делают, уже поддерживают, они, я уверен, об этом скажут. Вы большие молодцы, да. Кстати, вам в записи уже привет. Отдельный. Вот, возможно, тогда я пройду Origins и сделаем интерактивный тур по Древнему Египту. Вот, потому что, в принципе, античность — это исторически мои любимые вещи, вот эти вот греко-римская эпоха античная. Вот, в принципе, она и называется вот античность, греки и римляне. Вот, сегодня у нас греки, потом когда-нибудь, когда я Origins пройду, уже в Origins окунемся в Египет, потому что там где-то 50-й, по-моему, что ли, 50-й год до нашей эры, это как раз времена Цезаря, Клеопатры, в общем, все как я люблю. Вот.
В субботу, наверное, или в воскресенье будут кошмары. Надо допройти, пока они релевантны, пока они ранжируются на Яндекс.Эфире. Очень их хорошо смотрят. Вот, там хороший показатель просмотров, монетизации, естественно. Вот, в общем, все сказал, вроде бы, все, что хотел сказать в начале, так сказать, прелюдия проведена. И давайте запускаться. Или нет. По звуку еще раз напишите. Где-нибудь. Поехали. Интерактивный тур. Пока будет загружаться. Я протестировал у него. Бывают иногда в подзагрузке фрезы там вот прям миллисекундные. Вот, я не знаю, с чем это связано. Вот, я посмотрел нагрузку, я посмотрел FPS и в игре в настройках это показано. Никаких приседаний, ничего нет. В компании все в одиночной, никаких подгрузок по мини не было. Я и со стримом, и без стрима запускал интерактивный тур. Бывают прям иногда вот, миллисекундные фрезы, я не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с тем, что копия игры была взята известно где. Может быть, поэтому. Вот. Я облазил все, я ничего не понял абсолютно. Но будет как будет, все равно народу не ожидаем, так сказать, под запись. Да, и, кстати, еще посмотрим, как на Яндекс.Эфире все это дело происходить. Еще мысль есть даже нарезать немножечко, частям на Яндекс.Эфир кидать. Но это ладно. Это все лирика, это посмотрим. Древняя Греция, интерактивный. Приветствую. Вас ждет путешествие по захватывающей истории и классической культуре античной Греции. Вы погрузитесь в невероятно подробный мир, созданный для игры Assassin's Creed Odyssey, который сможете изучить в свое удовольствие и без всякой спешки. В этом вам поможет множество экскурсионных туров, подготовленных историками и археологами. Качеством тоже все ок. По пути вы встретитесь со многими выдающимися людьми той эпохи. Вас ждет Греция классического периода, на пике расцвета и славы. Это была эпоха величайших достижений человеческих рук и разума. Архитектурные шедевры греков и сейчас украшают мир. А достижения философии, науки, политики и искусства составляют основу нашей цивилизации. Мы надеемся, что великолепие Древней Греции увлечет вас. И желаем вам приятной прогулки. Discovery Tour. Я не знаю, насколько он затянется. Вот 11 туров нам показывают. Вот, я надеюсь за несколько часов управиться. Я посмотрел на Ютубе. Сколько это будет? Это несколько часов. Вот, но благо здесь ни с кем биться не придется. Это чисто экскурс в историю. Вот, все нормально. Отважные еда и напитки собраны отлично. Вот, но я без еды, естественно, я только с отважным напитком. Мультиплеер. Assassin's Creed 4 мультиплеер я не играл, я только одиночку прошел, и то не до конца. Потом когда-нибудь, может быть, я соберусь самое сделать, может быть, в эфире, скорее всего. Так, а тут можно замедитировать, да. То погода дождливая, погода пасмурная, не очень радостно. Да и ночная тоже. Давай-ка мы в день переместимся с тобой сразу. Вот, потому что дождливой погоды и за окном достаточно. Пасмурно. Здорово. Вечер, блин.
Я когда-нибудь на день нарвусь или нет? Он опять до ночи будет медитировать, вернее, она. Да. Ну, давай хотя бы вечер. Ну, или утро. Я так понимаю, по 12 часов. Да, вот. И это либо вечер, либо утро, я не знаю. В любом случае, по канону, кстати, принят женский персонаж, и, по всей видимости, она поэтому здесь. Поехали. Интерактивный тур. Начинаем. Афинский Акрополь. Афины археологии. Исследуйте величественный Афинский Акрополь. Узнайте больше о находящихся там священных постройках. Давай. Приветствую тебя и добро пожаловать в Акрополь, жемчужину Афин. Кто она, неинтересно, я думаю, просто начать тур. Афинский Акрополь – великий оплот культуры и искусства, достойный самих богов. Здесь можно увидеть множество важных... Сейчас погромче сделаю, я надеюсь, в эфире слышно и хорошо. прекраснейшие произведения искусства Греции. Тебя ждет чрезвычайно насыщенный рассказ. Найди меня, когда закончишь, и мы все это обсудим. До встречи! Да, да, Джейсон, это отдельный, совершенно отдельный режим. Тут нет ни противников, ни боевки, можно вот от первого лица переключаться. По-моему, даже можно выбирать персонажа, кем бегать. Можно как раз бабищей. Можно Алексиусом побегать. Маленькая девочка. Антуса, Грек-здоровяк. Давай, короче, кем я проходил? Я Алексиусом проходил. И, наверное, как раз его и оставим, потому что... Так. Фобос Вороной, Фобос Гнедой, Рыжий Конь. Так, давай Фобоса Воронову пока оставим, а дальше уже видно будет. Может быть, кто-то откроется. Пиздюком? В принципе, можно и пиздюком. А там я открыл пиздюка. Потому что я когда тестировал все это дело. А, маленькая девочка. Ну давай, маленькая девочка. Грек-здоровяк. Это, кстати, сюжет, по-моему. Мускулистый боец, который боготворит Геракла, увлекается поэзией, но скрывает это от друзей. Маленькая девочка. Храбрая маленькая девочка. Мечтает стать охотницей, когда вырастет, как Артемида. Феба, по-моему, откроется. Я тут куда-то взглянул. И не открылся Феба. За В общем, свою историю умолкаем. Акрополь претерпел немало изменений. Когда-то он был простой скалой, на которой еще в неолите поселились люди, а в Микенский период возвели там крепость. Первые каменные постройки появились тут в VII веке до нашей эры. Но прославленные здания, руины которых сохранились до сих пор, возвели в V веке до нашей эры. Расположение Акрополя тесно связано с мифом о создании Афин. Считается, что именно здесь Афина и Посейдон сразились за покровительство над городом. Это наделило Акрополь священным ореолом, и он стал религиозным центром Афин. Вот, всем ясно, всем понятно, я половину прослушал, просрал. Но в любом случае. Так, это в левый нижний... Блять, а там, наверное, не видно. Из-за моего ебла. Там Акрополь. От 2014 года фотография. Может быть... Вот, да, вот, я ее могу показать. Да, вот, вот он Акрополь на момент 2014 года. За свою историю Акрополь претерпел немало Еще раз. изменений. Когда-то он был простой скалой, на которой еще в неолите поселились люди, а в Микенский период возвели там крепость. Первые каменные постройки появились тут в VII веке до нашей эры. Но прославленные здания, руины которых сохранились до сих пор, возвели в V веке до нашей эры. Расположение Акрополя тесно связано с мифом о создании Афин. Считается, что именно здесь Афина и Посейдон сразились за покровительство над городом. Это наделило Акрополь священным ореолом, и он стал религиозным центром Афин.
Да, я вот только хотел сказать, сейчас к тебе на Твиче Джейсон Максим присоединится скоро, потому что его там с пивом наебали, с отважными напитками, вернее. Вот, и заставили ждать. Вот, но вот он пришел. Так, а вот, по-моему, здесь можно Фебу открыть, насколько я понял. Интерактивная область Пропилея. Так, Пропилея на 2016 год выглядит вот так. Об этом... блядь, это мне читать, что ли? Это мне читать, что ли, нужно? Да, я все время ебло не туда свою ставлю. Ну окей, давай прочту. Как я могу это делать, блядь. Пропилея — это монументальные ворота в западной стене Афинского Акрополя. Они были построены между 437 и 432 годом до нашей эры под непосредственным руководством либо Фидия, либо Мнесикла. Как часть проекта Перикла возвести на Акрополе новые величественные храмы. Пропилеи не несли оборонительной функции, но использовались для того, чтобы ограничить доступ к священному центру Афин. Пропилеи задумывались как внушительное сооружение из белого пентелейского и серого сука, слишком сложно, эльвинского мрамора, чей внешний вид должен был стилистически перекликаться с Парфеноном, блядь. Тут слишком большие длинные слова, я не могу в них, вот, короче, только будем слушать. Короче, проект Перикла, Парфенон, пожалуйста. Не Парфенон, Пропилеи. Вот. На 2000... Какой год там был? Так, давай закроем сейчас. На 2016 год, вот, да. Фотография. Видео. Я почти подгузник сменил. От репоста, да, спасибо. Так, едем дальше. Вам московские троллейбусы завезли? Отлично. Температура, я не знаю. У нас троллейбусов, по крайней мере... Так, а как закрыть? На Q. Вот, все, разблокирована награда Феба. Так что давай, наверное, на Фебу переключимся. Ну, тот, кто проуходил, вот, я думаю, проуходил. Вымышленный персонаж, сирота из Афин, решительная и независимая. Это очень важно. Всегда мечтала о собственном орле. Так, в общем, да. Играем, будем бегать за Фебу. Едем дальше. Святилище Акрополя. Слушай, а вроде фризов-то нет. Храм Афины-победительницы построили на руинах старых микенских укреплений. Обряды в храме начали проводить еще в VI веке до нашей эры. Но в следующем веке здание разрушили во время греко-персидских войн. В ходе Пелопонесской войны храм восстановили. Победа по-гречески Ника. Из-за утратившей крылья статуи храм стали называть храмом Никеоптерос, бескрылой победы. Барельефы на фризе храма изображают подлинные сражения с персами, хотя обычно постройки в Греции украшали по мотивам мифов. Жрицу храма выбирали из афининок случайным образом. Она получала 50 драхм в год, а также шкуры и рога животных, принесенных в жертву богине. Вот так вот. Всем понятно. Так, бескрылая победа, фрагмент парапета храма Афины победительницы Ники Алтерос. 5 век до нашей эры. Классический период. Вот так это все выглядит. Натуральную фотографию. Кто такая Феба? Феба — это спутница Алексиуса, либо Кассандры, в зависимости от того, кем вы будете играть. По канону, опять же, повторюсь, это Кассандра, но я не захотел идти на поводу у сраного Юбисофта, вот, и всего феминистического блядского сообщества, вот, поэтому я пошел прошел за Алексиуса, как положено. Но он тот еще пидорек. Ладно, если бы играть за бабу, ладно, его поведение тогда это бы во многом
во многих местах объясняла, но когда у тебя спартанец с закаленный в боях начинает скакать, ой-ой-ой, ты моя сестра, нам с тобой надо о многом поговорить. Блять, это пиздец, это выглядит как минимум нелепо. Вот, и странно. Помимо этого, просто опидоревший сеттинг, неважно, я не знаю, за Кассандру скорее всего так же, но вот этот, я играл за Lexus, опять же, и он там пытался выебать вообще всех детей, коней, стариков, баб, блядь, вообще всех поголовно, мужиков, блядь. Пизду, чё тут говорить? Короче, просто поедем дальше в историю. Интерактивные области. Интерактивные области можно найти по всему миру. Взаимодействуйте с ними, чтобы узнать больше о Древней Греции. Многие области скрыты, отыщите их, чтобы разблокировать особых персонажей. А нахрена? Спрашивается. Ну, короче, мы просто по туру пойдем. Я не помню, я говорил уже, отвечал, да, Джейсон, тебе то, что это, да, отдельный режим, и тут нет ни врагов, боевка вся отключена, это просто как бы ребята из блестяшки собрали исторический факт, фотографии и как бы все скомпоновали здесь. Вот, я сам далеко не вникал, ну, сейчас посмотрим, как это с точки зрения истории. Я надеюсь, что они все правильно сделали. Поехали дальше. На возведение Акрополя ушло немало времени, ведь его частично разрушили в ходе греко-персидских войн. В V веке до нашей эры Акрополь претерпел самые существенные изменения к лучшему. В этот период Афины достигли процветания как финансового, так и культурного. Торговля и серебро лаврионских рудников стимулировали рост экономики, что позволило Периклу, стратегу Афин, отстроить цитадель. Он призвал на помощь таких прославленных художников, как скульптор Фидий, архитекторы Иктин и Каликрат. Вместе они возвели Парфенон, афинские пропилеи и другие постройки. Перикл задумывал Акрополь как величественный памятник богам и простым смертным, жителям Афин. Я сейчас увидел вот эту прогрузку текстуры, я понял, от чего могли быть фрезы. Фрезы могли быть от того, что у меня Ассасин стоит на 5000 харде, 5 скорость, блядь, это, сколько, 5200, 5400, по-моему. Здорово. Вот, поэтому, в принципе, наверное, если компанию хорошо успевал прогружать, то здесь я... Ну, пока вроде не было, я вот смотрю на экране. Вроде пока все хорошо. Так, и это у нас Перикл, римская копия более древнего греческого оригинала. Вот сейчас я весь экран покажу. Вот, да, вот так вот, по всей видимости, выглядел Перикл, его статуя. Так сказать, бюст. Вроде ничего не должно фризить, потому что у меня лог на 60 FPS стоит. 79, 51, все вроде хорошо должно быть. Вот, да, или на 50. Не знаю, на сколько у меня лог FPS. На 60 FPS у меня лог стоит. Вот, напоминаю, настройки графика ультра. Вот. Без HDR, без всей вот этой ебени, мне это просто не нравится, там затемнение. Короче, говно. А так, ну, в полной мере, я думаю, не удастся все это, по крайней мере, на Ютубе увидеть, на Твиче и ВКонтакте все это гораздо четче показывается, потому что Ютуб охерел. И, Максим, у меня к тебе просьба, зайди, пожалуйста, на Ютуб, посмотри, какое он нам сегодня качество выдал. По идее, должен быть 720-60 FPS. Ну, стримлю я в 48. Он там 60 показывает. Я надеюсь, не меньше. Едем дальше. За пропилеями возвышалась огромная бронзовая статуя Афины Промахос,
или Афины-воительницы. Этому имени соответствовали копье и щит в руках богини. Статую в середине V века до нашей эры создал скульптор Фидий. На ее изготовление потребовалось 9 лет и почти 500 000 драхм. Павсаний утверждал, что шлем и наконечник копья 10-метровой статуи можно было увидеть с расстояния в 60 километров у берегов мыса Сунион. Орнаменты на щите статуи вырезал художник по имени Мис. 1080-60? Блять, он опять за свой... А почему? Я ж ему 720 вывод-то даю. Сейчас. Понятно. Я когда проверял все это дело... Вот, он мне там тоже 1080 выдал. Странная херня. На самом деле. А я, кстати, не помню. Я, по-моему, динамически поставил. Окей. Блять, а может быть... Я битрейт повысил. Битрейт я повысил до битрейта, который должен быть в 1080. Я, по-моему, как раз поставил по 1080 битрейт на ютубе. И, видимо, по этому самому он и выдает 1080. Там качество, но там не может быть 1080. Там 702. Скорее. Так, короче, изображение Афины Промахос на панафинейской амфоре, предположительно работая везописца Марсия. Вот так вот это выглядит. Археологические штуки. Twitch, видим... Слушай, что я в 60, что ли, пока... Нет, я не могу в 60 сейчас показывать, потому что если бы я показывал 60 FPS, контакт бы сейчас охерел бы абсолютно, потому что я вот смотрю контакт параллельно, вот, там все хорошо. Если бы он в ВК 60 не вывозит, абсолютно точно. Сейчас я гляну. Нет, 48 FPS идет. 48 FPS стрим идет. Видимо, они неправильно отображают. Так, можно открыть карту Афин. Карта мира, это понятно. Вот. Но мы пойдем, короче, и конкретно по турам. Куда показывает, туда и пойдем. Статуя Афины. Слушай. Арифорами звали девочек 7-11 лет, которые отвечали за особые обряды. Раз в год горожане предлагали 4 девочек на роль арифор. Но верховный правитель, архонт Басилевс, выбирал лишь 2 из них. Девочки жили в доме на Акрополе. В их обязанности входило носить священные предметы и ткать пепла с Афины. Это священное деяние преподносили Афине во время панафиней, празднеств в ее честь. Вот так вот. Папилос Афины с фриза Парфенона. Пилос подносили богине во время празднеств в ее честь панафиней или панафини, я не знаю. В общем, вот так вот это все выглядит. По всей карте... кстати, давай посмотрим, по всей карте можно бегать или нет. И у меня почему-то на ютубе висит, видимо... Немножко ранее оставленный комментарий в чате. До начала 2 дня. Ок, подождем, написал Алексей Тарасов. Это, видимо, было 2 дня назад. Вот. Нет, там вроде до этого еще какие-то комментарии были, но они уже, видимо, шли. Вот, потому что я что-то тоже ходил, смотрел, потому что я еще неделю назад планировал этот стрим. Но из-за некоторых условий, некоторых событий я не смог сделать этого раньше. И это не алкоголизм. И это не запой. Нет, я не был в запое, нет. Да. Джейсон ворвался на YouTube, да. Вот. Отлично. Но, опять же говорю, скорее всего, людям история особо не интересна, поэтому мы так на запись, на YouTube, на Яндекс.Эфир
И ты да я да мы с тобой просто. Ну, в процессе, скорее всего, подтянутся уже чуть ближе за середину стрима. Вот, ну, пока так, поговорим, послушаем исторические факты, посмотрим на фотографии, как это выглядит сейчас, спустя 2000 лет. Вот, 2 с лишним тысячи лет. 2400, если быть точным. Ну, или около того. Леха, вернись. Да, там еще Борис вроде да, по-моему, еще Борис оставлял там. Еще кто-то. Ну, в общем, ребята ждали, а я, как обычно, все отодвигал. Ну, были на то причины. Я же не просто так отодвигаю. Так, едем дальше. Точнее, бежим. Афинский Акрополь. 5 из 9 прослушано. Вот. Скорее всего, весь тур-то сегодня не да, давай, короче, посмотрим на карту, где вообще исторические места есть и как вообще побегать. Вообще, да, по всей видимости, можно по всей карте бегать. Вот тут тур, есть краски и мода. Узнаете, как древние греки получали краски, с помощью которых изменяли цвет одежды и аксессуаров. Это у нас на острове Китира. А на острове Мессара у нас это скорее бык Кнос. Да, искусство, религия и мифы. Узнайте больше о минойской цивилизации, мифическом лабиринте Минотавра, который обитал в нем. В истоках, да. В Origins тоже есть интерактивный тур, его туда завезли изначально, ну а потом, когда вышла Одиссея, естественно, и про античность тоже сюда как отдельный режим завезли интерактивный тур. И он, кстати говоря, отдельно от игры продается. Вот. А у кого уже была игра, тот уже интерактивный тур получил бесплатно. Вот. В Лаконии или Лаконии, я не знаю, как правильно, это спартанцы тут обитают. Это все политика Спарты, образование Спарты, сословие Спарты. Собственно, вот, да, по всей карте есть туры. Культура Греции. В основном, конечно, в Афинах, потому что, ну, как культурный и научный центр античности был. Афинские агоры, знаменитые города, гончарное дело, Акрополь, понятное дело, это сейчас чем мы занимаемся, домашнее хозяйство, демократия, музыка, культура, опять же, театр, философия, серебряные рудники, как что там добывалось, Пирей, знаменитые города, вот, и прочее. Ну, я надеюсь, по основным побегаем. Марафонская битва, это после чего вроде бы, насколько я помню, Афины были захвачены, ну, собственно, после войны вот этой Афины и Спарты, собственно, Афины пали. Марафонская битва, сражения и войны, великие сражения. Побывайте в марафоне на месте одного... Так. Можно... вот так вот. Одного из самых знаменитых сражений греков в смысле с персами. Это, видимо, позже было. Точнее, раньше. Потому что позже афиняне... Или я что-то путаю. Возможно, я что-то путаю. Либо здесь что-то напутано. А может быть, и я что-то путаю. Я не знаю. Я не помню, но вроде бы при марафоне как раз после этого афиняне не драпали. Не знаю. Ладно, разберемся попозже. Лабиринт Минотавра, может быть, тут же было написано. Так, это остров Кос. Это что у нас? Повседневная жизнь. Насладитесь ароматом благовоний Древней Греции. Узнайте о тонкостях их производства и применения в античном обществе. На Мессаре, вот, да, как раз про Минотавра. Узнайте, вот, больше о минейской цивилизации, мифическом лабиринте и Минотавре, который обитал в нем. Да, как раз про лабиринт, может быть, его покажут. Посмотрим.
Едем дальше. Идем, вернее. Я зажимаю кнопку мыши, потому что я сейчас поставил Dragon Age 2 себе, вот, а там поворот камеры исключительно с зажатой кнопкой мыши, там правый-левый, не помню. Вот. И, ну, я... Какая клизма? Я его поставил, чтобы для себя пока пройти, чтобы потом я в стриме не тупил, потому что у нас Dragon Age Origins 1 практически подходит к концу, там буквально 2-3 локации осталось, это, наверное, как раз 2-3 стрима, и с Origins будет покончено. Ну, там еще и Awakening, но второй я так, заранее уже. Вот, да и тем более самому тоже память освежить мешает. Я, по-моему, еще без всех DLC давным-давно проходил. Вот. Еще на ЯТВ отстримливал. Посмотрим. Слушай. Эрехтион — это весьма необычный храм. Он был посвящен не только Афине Палеаде, но и мифическому основателю Афин Кекропу, его сыну Эрехтею и Посейдону, богу морей, который сразился с Афиной за власть над городом. Храм был разделен на несколько частей. В восточной части стояла статуя, посвященная Афине, а западная принадлежала Посейдону и Эрехтею. Царь Кекроп же предположительно захоронен под портиком Кариатид. Считалось, что в крипте под храмом живут священные змеи Афины. И они, похоже, любили сладкое. Жрицы Афины кормили их медовыми пирожными. Архейтон, вид с юго-запада, современность. Какой год не указали. В общем, вот так вот это все выглядит сейчас. Время не щадит, да, но вроде статуи он поддерживающие сохранились. Все, ладно, сейчас, секунду буквально я проверю. Что-то не очень здорово. Сейчас я залезу в ВК. Смотрю, правильно ли он определил все это дело. Буквально секундочку. По идее, должен правильно. Ну, вроде да. Вроде видеоигры, а почему? Видеоигры. Сохранить. Почему его в ранжировке его нет, я не знаю. Я сейчас зашел в ВК, посмотрел на количество просмотров, он не ранжируется. Абсолютно. Так-то. Не знаю, с чем это связано. Не могу понять. Возможно, потому что я тянулся слишком долго. Скорее всего, из-за этого. Сейчас, секунду. Да. Не знаю. Ну, ладно, бог с ним. Главное, запись на Ютубе будет, на Твиче будет, и в Яндекс.Эфир будет залита через пару дней. Религия не то, что после начала нашей... Ну, религия, начнем с того, то, что греки прямо матерые язычники. Вот. Им насрать, типа, о, хороший бог, хорошая религия, давай буду верить и в него. У них с этим вообще все просто было. Погнали дальше. Так, о, смотри, тут...
интерактивные вещи. Так, давай, короче, просто пойдем по тому, как игра показывает. Просто по золотой линии. Как... кто там был? Тесей? Или не Тесей, который по нити из лабиринта Минотавра выбирался. Вот, в принципе, тут такая же херня. Парфенон – одна из самых известных построек в мире, неприходящий символ древнегреческой цивилизации. Надо сказать, что он существенно отличается от других храмов на Акрополе. Скульптор Фидий и архитекторы Каликрат и Иктин задумали и построили Парфенон как великий памятник во славу Афин. Ее воплощением стали скульптуры храма. Богатство украшений Парфенона, включавших многочисленные статуи, горельефы и барельефы, не было равных. В числе самых известных сюжетов – рождение Афины, ее поединок с Посейдоном, гигантомахия и шествие последнего дня Панафиней. Так, Парфенон, Афинский Акрополь. 5 век до нашей эры был построен в современности. Я думал, нам фотографию современности покажет. Нет, это рисовка 5 века. Неплохо. Парфенон – одна из самых известных построек в мире. Я показываю то, что у меня обогреватель практически. У меня Radeon стоит, карта RX 480, вот, и как всем нам известно, радий горячий. Поэтому я отказался от халата, потому что тепло очень. Поэтому я был сделан выбор в пользу футболки. Вот как только в современных играх делаешь... Ты вообще как только в современные игры заходишь, Radeon начинает парить. В восточной целле, внутреннем зале Парфенона, стояла огромная статуя Афины Парфенос, величайшее творение скульптора Фидия. Она была хрисоэлефантинной, из золота и слоновой кости. Чтобы оправдать расходы, Перикл заверил афинян, что скульптура служит золотым запасом, и в случае нехватки денег ее можно будет разобрать. Считается, что в целле также был бассейн. Он позволял поддерживать нужную влажность, чтобы слоновая кость не потрескалась. Занятно, нихуя не понял. Ну ладно. Внутреннее помещение Парфенон. План Парфенона 1879 года. Сделанный, включающий оба основных помещения, большую целу и меньшую сокровищницу. 19 век, новое время. Вот, я так понимаю, вот это сокровищница, а вот это вот как раз большое помещение. +1 по покупке ради. Ну, не лето, да, не лето, но... Равно. Летом... Летом и чё? Хуже. И даже дело не в том, что он как-то, ну, на каких-то пределах своих работает. Нет, он просто горячий сам по себе. Вот. Еще имеет свойство верещать, когда слишком много FPS. Вот у меня сейчас он периодически начинает это звенеть там. Потому что, блядь, ну и поэтому я ограничитель FPS всегда в игры ставлю на 60 примерно, вот, на частоту обновления монитора. Потому что если он там начинает там за 1000, за 2000 FPS уходить, там, блядь, очень сильно. Да даже за 100 FPS, если начинает заваливать, он начинает верещать уже. Потому что что ты делаешь? Игра слишком легкая. Вот для обработки. Сокровищница Афин находилась в Парфеноне, где, как считалось, ее охраняла сама Афина. В сокровищнице хранились ценности из военной добычи, отчеканенные серебряные монеты,
а также различные подношения богини. В 454 году до нашей эры Перикл также перенес в Парфенон все сокровища Деллосского союза. Это было свидетельством влияния Афин на другие города Греции. Богатство поделили на две части. Димосия принадлежала городу, а Иера Хримата посвящалась богине и предназначалась только для религиозных целей. Так, сокровищница Парфенона. Фрагменты списка ценностей, хранившиеся в сокровищнице Парфенона с 426 по 412 год до нашей эры. 5 век до нашей эры, классический период. Вот так вот это на греческом, по всей видимости, все выглядело. Так, я хочу отключить у интерфейса имена, то есть рассказчика. Так, теперь угол обзора нет. Игра, наверное, да? Отключите, чтобы скрыть наготу в исторических текстурах. Не надо. Или надо, подожди. Блин. В смысле отключите, чтобы скрыть. Тогда нет, тогда не надо. Подожди, а где это был-то? Интерфейс, что ли? Или звук? И имя, где это было? Нет? Блять, где же это был-то? Ладно, хер с ним. Я хотел просто отключить эти, когда повествование идет, чтобы имя скрывалось. 2 ноута лежит, оба на ради чипах видео, один на ошибки выдает. Ну, это, видимо, старые какие-то. Что с новыми вроде все в порядке должно быть. Афинский Акрополь вернуться к проводнику, и после этого давай перекур сделаем. Понравился ли тебе Акрополь? Классный. Поразительное зрелище, верно? Святилище и чудо архитектуры одновременно. Если у тебя есть вопросы, не стесняйся. Есть вопросы? Проверка знаний. В конце каждого тура у вас будет возможность проверить свои знания, ответив на несколько вопросов. При любом варианте ответа, правильном или нет, вам расскажут немного больше. Туры, в которых вы проверили свои знания, будут иметь отметку «Проверка знаний завершена». Ну, давай попробуем. Я, правда, нихуя не понял. Чувствуешь себя уверенно? Я половину прослушал. Какие боги состязались за Афины? Какие боги состязались? Афины и Арес, наверное, скорее всего. Или Посейдон, Афины. Верно. О! За Афины спорили именно Я Афина молодец. и Посейдон. Кто победил, ясно из названия города. Следующий вопрос. Кто изваял статую Афины в Парфеноне? Очень интересно, познавательно. Ну да, но нужно вникать, вслушиваться. Я именно поэтому умолкаю, когда начинается рассказ. Вот. Ну, я надеюсь, дальше будет чуть интереснее. Ну, пока мы про Парфенон узнали Перикла. Дальше, я думаю... можно вообще рандомно отправиться? Давай пойдем к Минотавру. Нас же никто не ограничивает. Как бы. В действиях. Какой тур выбирать. Вот, в какой последовательности. Мы можем пойти к Минотавру, послушать там о нем. Можем еще куда-то, к партанцам пойти с тогой на голый хуй. Феба девочка, да, я, по-моему, говорил, это спутница Алексиус или Кассандры, в зависимости от того, кого. Фиди, кто, чего, какой вопрос был? Кто изваял статую Афины в Парфеноне? Кто изваял статую Афины в Парфеноне? Скульптурикал, Фиди, по-моему. Верно.
Статую создал прославленный скульптор Фидий, и она считается одним из его шедевров. А теперь последний вопрос. Гробница какого царя, по легенде, была под портиком Кариатид? Гробница какого... Так, нет. Персея, Кекропа. Леонид? Леонид был царем Спарты. Его не стали бы Ну, хранить в в натуре. Еще раз. Персея? Персей сразил Медузу Гаргону и основал Микены, но его не хоронили под портиком Кариатид. Подумай. А тут вариантов 50 Кекроп, ну, Миней, наверное, Увы, Минилай. нет. Минилай прославился дважды, женившись на Елене Прекрасной и начав войну, когда Елена предпочла Париса. Попробуй еще раз. Сука, тут один вариант остался. Кекроп. Именно так. По легенде, Кекроп был первым царем Афин, Стримлер и не считается, тупой. что его похоронили Выбирает под из Элисеем. вариантов ответа. Ты много знаешь об этом месте. А, Поздравляю. и с учетом того, я 5 раз неправильно ответил, блядь. Советуешь, куда Хорошо. сходить? Пойдем дальше. Оружие гоплитом. Древнегреческие щиты были сделаны из бронзы и кожи, как копья и мечи из железа. Также гоплиты носили панцири, поножи и шлемы в качестве доспехов. Воительницы. В Древней Греции поле боя принадлежало мужчинам, но и женщины участвовали в войне. В V веке Артемисия сражалась на стороне Ксеркса, а Гидна потопила персидские корабли. Божественный аромат. Мясо жертвенных животных могли съедать и люди, ведь богов насыщал один лишь запах жареного мяса. Так, один тур из 11. Короче, управились за час. То есть, вы что, мне до утра тут сидеть? 11 часов? Вернее, еще 10? Охереть, блядь? Исследуйте мир, нажмите Tab. Да, понятно. Короче, можно Пифагором бегать еще. Короче, можно сделать перекур. Очень нужно, очень хочется перекур. Всё. Курим.
О, так, сейчас, секунду. Пока можно на орла полюбоваться. Я немножко ПК подредактирую. Стрим-то у нас больше разговорный. Может быть, в разговоры его воткнуть. Образование, мода, другой. Не, игры все-таки. Заодно посмотрю на изображение ВК. Не, на Твиче лучше. На Твиче показывает однозначно лучше. Да. Ладно, в любом случае под запись. Поэтому перекур окончен. И едем дальше. Интерактивный тур. Микены. Прогуляйтесь по Микенам, городу, от которого уже в античные времена остались лишь руины. Арголида. Экскурсионный пункт. Так, тут 6 пунктов. Чё, погнали? Начинаем тур. Подожди. Добро пожаловать на руины Микен. Ну, за экскурсовода, Павел, да? Здрав будем. Ваше здоровье, господа. Так, погнали. Тут. Это руины Микен. Геродот! Центр древней микенской цивилизации. Ну, все знают, кто такой Геродот. Родина великих воинов и героев. Афины и Спарта во многом опираются на достижения древних Микен. Ты сможешь осмотреть руины, познакомиться с важнейшими памятниками и узнать историю города. Надеюсь, тебе понравится. Я встречу тебя, когда ты закончишь. Го смотреть, го слушать. Тур начался. Микены. Расцвет микенской цивилизации пришелся на поздний бронзовый век, с 16 по 11 век до нашей эры. Пенис ввысь. В этот период она развивалась на Пелопоннесе и в Центральной Греции. Микенцы славились своими дальними походами. Например, они захватили хетский город Вилусу, который, вероятно, стал прообразом Трои в Илиаде Гомера. Но из походов микенцы привозили не только добычу. У минойцев, своих соседей с Крита, они переняли слоговое письмо на глиняных табличках. Тексты этих табличек – древнейшая известная форма греческого языка. Именно из них мы знаем, как великие микенские цари древности правили в своих роскошных дворцах в Микенах, Фивах и Кносе. Так, что-то там про телегу было. Максима, сделай пока это, покуда там народ 7,5 человек, это сделай, чтобы там все могли писать. Вот, я не знаю, будет ли, если вдруг она будет актуальна, если там налетит человек 100, хотя бы тогда можно ограничить будет. Так, аристократы на колесницах, Микенский кратер. 1375-1350 год до нашей эры.
Крито-Микенский период. Вот так вот это речной горшок, я не знаю, ваза выглядит. Так, давай в темпе, потому что 10 часов я не хочу еще сидеть. Вход в крепость Агамемнона, или Львиные ворота, один из главных памятников микенской культуры. Впечатляет и высота сооружения, и удивительно детальное изображение львов, стоящих по обе стороны колонны. К сожалению, головы львов, сделанные, как считается, из ценного металла или дорогого камня, не сохранились. Вероятно, ворота были предназначены встречать победоносного царя из военных походов и удивлять чужеземных гостей. Львиные ворота Микен. Главный вход в город. 1250 год до нашей эры. Крито-Микенский период. Опять же. Так, ну, в игре это выглядит вот так. Они уже разрушены. И, скорее всего, на... то ли это фотография. Да, это, скорее, по-моему... Да, это все-таки фотография. Так вот это и в наши Вход дни в крепость выглядит. Собственно, ничего за 2000 лет не поменялось. Ну, в принципе, там 1000 лет стояло и сейчас также стоит. В 1876 году археолог Генрих Шлиман нашел это захоронение и решил, что 6 полных золота гробниц принадлежат семье великого царя Агамемнона. Он даже назвал найденную там золотую маску погребальной маской Агамемнона. Но последующие раскопки показали, что 19 тел, обнаруженные в этих гробницах, были захоронены за несколько сотен лет до рождения Агамемнона. Судя по всему, их погребли даже до того, как были построены Львиные ворота и сам Акрополь. Сейчас считается, что тела принадлежат правителям первой Микенской династии. Позже цари Микен стали считать их могилы священными и возвели вокруг них стены. Это помогло сохранить ценнейшие предметы – женские украшения, погребальные маски и великолепное оружие. Что там только админу, ну это надо не канал. Ну, в принципе, ладно, тогда забей. Телеграм-то зачем создавался? Чисто информационная, как информационная штука. Поэтому, ну, пускай и остается информационной, чтобы оперативно доносить информацию. Так, могильные круги. Погребальная маска Агамемнона. Репродукция. Эмиль Жильерон, 1851-1924 год. 1550-1500 год до нашей эры. Опять же, Крито-Микенский период. Вот так вот это выглядит. Репродукция, то есть реплика. Едем дальше. Точнее, бежим. По золотой цепи. Или как угодно. К 1250 году до нашей эры Микены достигли расцвета, став многолюдным и богатым городом. Дома строили везде, и на вершине холма возле царского дворца, и на склонах и террасах внутри крепости, и даже на холмах за ее пределами. Позднее крепостную стену пришлось расширить, чтобы вместить больше жилых домов. В самой крепости могли поселиться лишь самые уважаемые люди в государстве – большие военачальники, жрецы и сановники. Об этом говорят найденные фрески и изображения на керамических и металлических сосудах. Не знаю, чем тебе заняться. Конечно, Максим. Можете и нехуй делать. Мне вот на больничном все время делают. Поэтому остается что? Отстать. Путник, пожелавший поклониться царю, должен был пройти через Львиные ворота и подняться по крутому склону на вершину. Затем он входил в дворцовый комплекс через пропилон, парадный вход с колоннами и портиками. Миновав пропилон, путник сразу должен был увидеть перед собой главный зал дворца – величественный Мегарон.
Именно в богато украшенном Мегароне, поражавшем взор драгоценным блеском и яркими красками фресок, царь Так и появился принимал канал, да. носителей. Если же царю было угодно, он мог показать гостю самое прекрасное из сокровищ дворца. Великолепный вид на просторную равнину Арголиды и сверкающее вдали Эгейское море. Эгейское море. Так, Мегарон в Микенах. Вот выглядит он сейчас вот так. То есть все, что осталось. Один фундамент практически. А выглядел в 400 году до нашей эры. Примерно вот так. Напоминаю, это еще до того, как римляне пришли в Грецию. Римляне пришли в Грецию где-то в районе 480 года до нашей эры, а в 400 году. Так, подожди. Значит, это... Нет, подожди, или в 420-м они тогда пришли. Нет, короче, событие-то происходит до всей вот этой римской колонизации. Именно в этом Короче, дворце римляне пришли Агамемнон гораздо и позже. другие микенские цари вершили суд. Согласно Гомеру и другим поэтам, Агамемнон повел греков в поход на Трою. Легенды представляют его не менее грозным воином, чем Ахилл, но гордым и чрезмерно честолюбивым правителем. Он принес в жертву свою дочь, Ифигению, чтобы Артемида помогла его флоту достичь Трои. Взяв город, он вернулся в Микены, привезя с собой горы богатств и троянку по имени Кассандра, которую взял в наложницы. Жена Агамемнона, Клетимнестра, разгневалась на мужа, принесшего в жертву их дочь. Она задумала убить его из мести. Ее возмездие свершилось. И по разным версиям Агамемнон либо был заколот в ванне самой Клетимнестрой, либо убит на пиру своим братом Игисфом. О, подожди, там фотку надо было показать. Именно в этом дворце Агамемнон, согласно Гомеру и другим, он взял жену. Так, это только что прослушали. Вот, фотка. Ссора Ахилла и Агамемнона. Живопись. Масло. Джованни Батиста Гаулли. 1639-709 год. 17 век. Новое время. Фреска. Как-то так. Картины выглядели в 17 веке. Там. Вернуться к проводнику. Что же он дальше посоветует? Геродот. Вижу, ты вернулась. Надеюсь, тебе открылось много нового. Микены периода расцвета были своего рода предтечей той античной греческой цивилизации, которая нам известна сегодня. Мы должны хранить их в памяти, чтобы не повторять ошибок прошлого. Чем ты хочешь заняться теперь? Я хочу проверить свои знания, Тогда начнем. Сперва Я нихуя не довольно запомнил. простой вопрос. если честно. Какой древний город мог послужить прообразом Трои в Илиаде Гомера? Микены? Нет, это не могли быть Микены, ведь они как раз воевали с Троей. Кнос? Гнос считается местом обитания легендарного Минотавра, а не прообразом ну да. Трои. Точно. Хотя троянцы, пожалуй, не отказались бы от помощи Минотавра во время войны. Итак, еще раз. Может быть, Вилуса? Да, конфликт Микен с Вилусой, вероятно, и послужил прообразом Троянской войны. Теперь второй вопрос. Кому из богов царь Агамемнон принес в жертву свою дочь Ифигению, чтобы добраться до Трои? Этому, как его? Аполлону? Нет. Или Артемиде? Агамемнон принес свою жертву не Аполлону. Еще раз? Значит, Артемиде. Да. Агамемнон принес Ифигению в жертву Офигению. Артемиде, чтобы она помогла его флоту достичь Трои. А теперь последний вопрос. Как звали троянскую наложницу Агамемнона?
как звали Клеменси, Ифигения, Кассандра, Менелая и Ифигения? Ифигения была его дочерью. И еще раз? Кассандра? Верно. После разграбления Трои Агамемнон привез в свой дом плененную пророчицу Кассандру. Ты хорошо изучила это место. Охуительно. Советуешь куда Не сходить? могу не оценить твою жажду знаний. Давай продолжим. Вплоть до введения евро 1 января 2002 года в Греции драхмы все еще использовались в качестве национальной валюты. Как вам такой вариант, господа? Древние хвори, малярия и туберкулез были самыми распространенными заболеваниями в Древней Греции, однако жители страдали также от чего? От ветряной оспы, дифтерии, паротита и коклюша. Я не знаю, правильно ли произнес. Религиозные обычаи. Древние пидорейки могли молиться и приносить жертвы богам без участия жрецов или жриц. Понятно, потому что в каждом доме был свой мини-алтарь. В общем, так это все происходило у древних греков. Да, да, Максим, евро все убил. Так, святилище Олимпии. Олимпийские боги, откройте для себя великолепную Олимпию под бдительным оком ее хозяев-богов. Регион Элида. Экскурсионные пункты 9. Примерное время 20 минут. Погнали. Добро пожаловать, друг мой, в сокровенное сердце святилища Олимпии. Погнали. Святилище в Олимпии принадлежит самому Зевсу, царю богов. Ты скоро убедишься в том, насколько близко оно к богам. Меня алкаш. Я найду тебя, когда ты завершишь прогулку, и поговорим. Чё? 20 минут. Погнали. 9 точек. Мастерская Фидия. В этой мастерской работал знаменитый скульптор Фидий, окончив свои труды на Афинском Акрополе. В 435 году до нашей эры Фидий начал делать в Олимпии хрисоэлефантинную статую Зевса. Он умер 5 лет спустя, едва успев завершить свой шедевр. Эта статуя стала одним из 7 античных чудес света. Мастерская Фидия была рядом с храмом Зевса. Руины неплохо сохранились, так как в V веке нашей эры здание перестроили в церковь. Археологи также нашли в ней и поблизости много древних предметов. Формы для литья и инструменты скульптора. Но самой знаменитой находкой в этих местах стала чаша с горделивой надписью «Принадлежу Фидию». У него нет, у него вроде не обсидиановый глаз, это типа что-то бельма, наверное. Кстати говоря, о классических чудесах света до наших дней дожило одно. Это пирамида Хеопса. Остальные Ефаровский маяк и колоссы и прочее, были разрушены тем или иным путем. Либо естественным, либо по варварским соображениям человеков. Скульптор Фидий за работой. Декор в музее Лувра. Чем вот 100 века. Так вот. Резко. Неплохо. Алим? Так, святилище Олимпия. В пятый и последний день Олимпийских игр проводилась церемония, где победителей короновали оливковыми венками и осыпали цветами. Венки делали из ветвей, посвященной Зевсу оливы, росшей у его храма. Юный мальчик срезал ее ветви золотым серпом и отдавал элонадикам, чтобы изготовить венки. Серпом по После яйкам. награждения победителей начинался пир и праздник.
Ну, там же это в камне выбито было, была фреска. Так, Ника, олицетворяющая победа, гравировка на золотом кольце. Так вот это. Криво, но, блядь, это было 2000 лет назад. 2,5 практически. Рисовать, может, и не умели, да, зато, вон, смотри, какие статуи с этими, с пенисами хуярили. Пелопеонна. Это сооружение было посвящено герою Пелопсу. Или Пелопсу, в честь которого был назван полуостров Пелопоннес, ёпта. Культ Пелопса позже развился в миф о появлении Олимпийских игр, и в его честь здесь ежегодно приносили в жертву черного барана. Черный как черти. Пелоп был и легендарным героем Греции, и мифическим основателем Олимпийских игр. Согласно легенде, Пелоп полюбил прекрасную Гипподамию. Ее отец Эномай, царь Писы, не одобрил этого союза. Услышав однажды предсказание, что его убьет зять, Эномай приказывал женихам дочери состязаться с ним на колесницах и убивал проигравших. Пелоп все же решил добиваться любви Гипподамии. Он попросил помощи у Посейдона. И тот дал ему золотую колесницу и 4 крылатых коней. Пелоп сумел победить и получил Гипподамию. А Эномай погиб, запутавшись в вожжах своих же коней. Начало этих бегов было изображено на восточном фронтоне храма Зевса. Так, пенис важен, тем меньше, тем лучше. Как мышцы выбивали. Ну, это у них, и, к слову, это и в Рим же перешло, вот это вот мускульные доспехи, да? В римляне вообще очень много вот Греции взяли. Шли, типа, чё вы тут такие клевые в тогах ходите и прочее, в богов там каких-то своих верите. А давай-ка мы тоже будем, блядь. Так же, теперь мы тут такие классные. Вот. Собственно, так они... Собственно, греко-римская культура в симбиозе классическая зародилась. Пелоп — легендарный основатель игр. Пелоп ГПЛ краснофигурный кратер. Собственно, вот так вот это все выглядело на вазе, я так. Посмотрели, побежали. Паркур! Пофризил немножко. Бывает. Так, это у нас храм Геры. Слушай. Гераионом назывался храм богини Геры. Это был один из старейших храмов святилища, построенный примерно в 590 году до нашей эры. В храме были колонны, украшенные изображениями женщин-победительниц Гераи, женского состязания в беге. Каждые 4 года 16 женщин ткали покрывало, предназначенное Гере. Они же устраивали состязания, хотя сами в них не участвовали. Уникальность Гераи в том, что в ней участвовали женщины, тогда как в Олимпийских играх лишь мужчины. Вот так вот. Гера и Молния. Татар из Олимпии. Элида. 400 год до нашей эры классической. Так вот. Монета. Я так понимаю. Рахма, наверное, я не знаю. Что же вот так вот она выглядит. Сохранилась же. 400-й год. 400-й, да, правильно, 400-й, правильно. Гера была богиней женщин, брака, семьи и деторождения. Она правила богами Олимпа вместе со своим мужем и братом Зевсом. Во многих мифах Гера — ревнивица, недовольная возлюбленными Зевса и их незаконными детьми.
Греки обычно изображали Геру как мать и царицу, увенчанную короной или сидящую на троне. Иногда она держит в руке гранат, символ плодовитости и смерти одновременно. Культ Геры был распространен во всей Греции, и в Олимпии чеканили монеты с ее головой. Ну, правильно, Джейсон, статуи ровно, а чё камнем будет? Скажи, за 2000 лет, да, там, словно. 380-м, по-моему, все-таки Рим. Ошибаюсь. Вообще, события происходят игры в 400 каком-то году до нашей эры. Чё ещё? Статуя Геры, мрамор, римская копия с греческого оригинала. Я говорю, римляне спиздили все абсолютно. А вот, кстати, бронза, железо, там золото, я не знаю, из чего они там чеканили, скорее всего, из бронзы. Наверное, может быть, из железа тоже. Может быть, золото добывалось, наверное, как-то где-то. Но, скорее всего, было мало. Оно имеет, да, свойство деформироваться все-таки. Такая вот статуя. Реконструкция. По всей видимости, реконструкция, да? Больше, наверное, не узнаем. Едем дальше. 5 из 9. Храм Геры был. Я себе мелкая, да, всех рыту распихивает. Ну нахуй. С дороги, бля. Так, это у нас что? Не показали. Сейчас послушаем. Одна из важнейших церемоний Олимпийских игр происходила на третий день состязаний. Она начиналась с процессии атлетов, послов, элонодиков и животных. Обойдя кругом священную рощу, Альтис, они отправлялись в храм Зевса. Затем на алтаре Зевса приносили в жертву приведенных животных. Это жертвоприношение называлось гекатомбой. Слово буквально означало «100 быков». Во время гекатомбы кости и ноги животных сжигали и относили в особое место, где лежали пепел и останки прошлых жертв. Мясо же сохраняли. Его готовили и подавали на большом пиру вечером в тот же день. Римляне, да, римляне пиздили всех и все, но все-таки очень большое влияние оказала греческая культура, ну, просто потому что они через дорогу фактически были. Они туда пришли, и опять же, чё вы такие? Давайте мы теперь будем так ходить, блядь. И, к слову, все римские, ну, практически все римские статуи бюста изготавливались именно в Греции. Вот, либо греческими мастерами. Ну, или около того, скажем так. Жертвоприношение. Краснофигурный кратер. 5 век до нашей эры. Вот так вот это все выглядит ныне, через 2000 лет. Хорошо сохранились, скажу. Умели ж делать, да? Как в СССР, блядь. На века. Святилище Олимпия. Олимпийские игры посвящались Зевсу. И все состязания и церемонии проводились в его честь. Неудивительно, что самым большим в святилище был храм Зевса. Хотя в большинство храмов допускались лишь жрецы, храм Зевса был открыт для всех гостей Олимпии. Это позволяло хвастать перед всем светом находившейся там статуей Зевса из золота и слоновой кости. Изображения в храме излагали обе версии возникновения Олимпийских игр. На восточном фронтоне была изображена сцена состязаний Пелопа и Эномая. На метопах же были изображены 12 подвигов Геракла, другого легендарного основателя игр.
Вот, а опять же, вернемся к римлянам и грекам, и опять же они, ну, богов веру тоже на себя спроецировали, то есть Зевс, главный бог, вот, покуда мы сейчас в храме Зевса, вот, у них это, у римляне спроецировали на себя, и у них это стал Юпитер. Зевс, Юпитер. Ну и так далее. И по нарастающей, и по всем вот этим богам. Геракл и критский бык метопа храма Зевса. 460 год до нашей эры. Так вот выглядит. Ну, похеренные маленько, ну... Времени-то уж сколько прошло. Все-таки дохерища. Храм Зевс. Теперь непосредственно, наверное, нам расскажут. Зевс был богом небес и грома, и царем богов-олимпийцев. Он правил всем миром с вершины горы Олимп. Сын Титана Кроноса, Зевс сверг собственного отца и победил титанов в великой битве. Титана Махии. У него были дети от его жены Геры. В их числе Арес, Гефест, Геба и Илифия. Также у Зевса, к ярости Геры, было и много детей не от нее, но перечислять их слишком долго. Считалось, что Зевс вершит судьбы смертных, о чем говорит множество его эпитетов. Так, его эпитет Горгиос означает «хранитель клятв», а Ксениус – охраняющий чужеземцев, то есть покровитель гостеприимства. Древние греки обычно изображали Зевса сидящим на троне, как и подобает царю, с молнией в руке. Немножко к пиву солененькую мне. Моцарелла круглая. Запеченная. Так, с птичьего полета можно, да, сейчас покажу. Клянусь Марсом. Марс — бог войны, а значит Арес. У древних греков это Арес. Римляне опять же спроецировали, у них это Марс. Вот как-то у них все. Похищенные Европой Зевсом в образе быка. Краснофигурная амфора. 450 год до нашей эры выглядит вот так вот. Ну, видно, покоцанная, но хорошо сохранившаяся еще. Даже целая. Так, давай с птичьего полета посмотрим на храм. Подожди, а надо, наверное, выйти на улицу. Внутри-то он, наверное, не действует. Да, работает. Местный хеликоптер работает. Собственно, вот так вот и выглядит с наружной стороны храм Зевса. И прочее постройки. Что-то типа ипподрома, я так понимаю, да? Там точка есть, но по этим точкам мы не будем бегать, потому что это слишком долго. Вот. Не, конечно, если по статистике все это будет очень здорово, конечно, можно будет все вообще точки посетить. Пока я удалять не буду. Я просто чё поспешил. Вообще сделать Ассасина тур, потому что прохождение я его не хочу делать, потому что, блядь, игра такое себе, блядь, педористическое говно. Вот, и более того, она выглядит как просто большой масштабный DLC к Origins. Поэтому, как бы, я не очень хочу ее проходить. Просто решил сделать интерактивный тур под запись больше. Потому что у нас в чате 3 человек, там 4-5.
8, 9, 10 на Твиче еще. Но никто не хочет общаться, и поэтому... Ну, в записи ребята посмотрят, кому было интересно. Обязательно посмотрит, тот обязательно сделает выводы. А вот тот обязательно в донатах напишет, хочет ли еще. Вот, а я в большей степени, конечно, ориентируюсь на ту часть. Опять же говорю, игры из головы у меня в основном не берутся, они берутся именно с донейшна. Храм Зевс. Так, все, показал. Давай 9-ю точку. Ты куда? Смотри, что делает. Писюну статуи ты узрел, Максим? В храме Зевса была хрисоэлефантинная статуя Зевса. Одно из 7 чудес света. Статую из золота, слоновой кости и дерева сделал прославленный скульптор Фидий. 13-метровая статуя поражала воображение, но ухаживать за ней было трудно. Защищать дерево и кость от трещин, а также от гниения должно было масло. Хотя статуя не сохранилась, она была подробно описана Павсанием, так что мы знаем о ней немало. Фонтины, статуя Зевса Фидий, бронзовая римская копия с греческого оригинала. 1-2 век, римский период. Понятное дело, римляне-то. А это назвали не Юпитер. Так он выглядел. Можно на писюн смотреть, залезть. Есть у него писюн там? Писюн есть в мегалите, ну или где-то там. Можно повисеть на писюне Зевса. Вот, а Максим, подготовь, пожалуйста, вторую часть кошмаров маленьких. В субботу или в понедельник и воскресенье надо завершить. О, здравствуй! Надеюсь, побывав здесь, Пока Лимон. ты лучше ощущаешь близость богов, насколько это доступно людям. Чем теперь ты желаешь заняться? Чем тебе? Я хочу проверить свои знания. Прекрасно. Посмотрим, что ты знаешь. Первый вопрос очень простой. Как звали жену Зевса? А, так это Гера, ёпта. Верно. Классно. Гера была не только женой, но и сестрой Зевса. Но перейдем к другому вопросу. Что за состязание выиграл Пелоп, чтобы жениться на Гипподамии? Ты подумал писюн готовить? Ну, можешь. Так, метание копья, состязание на колесницах. Колесницы? Да, А. Пелоп победил в гонке колесниц с помощью Посейдона. А теперь последний. Ну теперь последний вопрос. Бля, дубляж Что отвратительный. написано на чаше, найденной у мастерской Фидия? Так, давай, вспоминая. Лучший в мире папа, выдающийся скульптор, сохраняя спокойствие, создавая одно из 7 античных чудес. Нет. Принадлежу Фидию! Верно! Видимо, Фидий очень дорожил своими вещами. Может быть, кто-нибудь из святилищ Так это было в их предыдущем забрал? туре. Но я что-то отвлекся. Великолепно, друг! Подобная мудрость угодна богам. Посоветуешь, Конечно. куда? Следуй за мной, друг. Делай деньги! Афинский монетный двор был самым преуспевающим в Древней Греции. Опасный бизнес. Подожди, да как вернуться-то? Лаврионские рудники позволили Афинам производить достаточно монет, которые часто подделывали. Они этого достойны. После победы над Адгосом в битве 300 чемпионов спартанцы переняли традицию отращивать длинные волосы. Не совсем как бы поэтому
Вот. Длинные волосы можно было еще собрать в пучок наверху, да? Вот. Когда ты одеваешь шлем, дополнительная ароматизация. То есть, если тебе по башке дадут мечом или дубиной, хотя бы это будет как-то смягчено пучком волос. Вот. Это как бы... Это было практично. Вот. Почему об этом не сказано здесь, я не знаю. То есть это как бы... Это было нормально в античности. Афины. Так, а что у нас по турам? Знаменитые города 3 из 7. Так, не надо нам никуда перемещаться. Вот по хронологии вообще, как это было? Вот с Кноса, Минойская цивилизация, первый Олимпийский игры. Геродот, демократические реформы Перикла. Микенская цивилизация, 1700 год, 1200 год до нашей эры. Греко-персидские войны, в 480 году царь Леонид со своими спартанскими и афинскими и прочими товарищами воевал. Вот, да, как раз Фермопильское сражение, вот я правильно сказал, 480 год до нашей эры. Римляне пришли чуть позже, может тогда, наверное, в 400-м, скорее. Вот того. И Пелопоннесские войны до 404 года длились. Значит 300, не знаю, не помню. При желании можно в Википедию посмотреть по-гомерски. Я всего не упомню. Так, Афины. Афинская агора, или агора, я не знаю, как правильно. Прогуляйтесь по самой известной Афинской площади для собраний. Откройте для себя расположенные там лавки и памятники культуры. 11 пунктов на 23 минуты, господа. Вы готовы? К такому моменту. Тут еще дохренища. За один стрим явно не управиться. Вот абсолютно никак. А где-то вообще отмечается это на карте, я не знаю. Да, вот. Знаменитые города. Здесь вот как раз... вот. В Афинах. Тут еще очень до хера. Просто. Может, просто пройдемся, что нам интересно? Давай посмотрим, что нам интересно будет. Вот, потому что... Потому что это в натуре будет до утра. До утра я не хочу сидеть. Поэтому давай посмотрим, что нам интересно. Либо это будет краски и мода, повседневная жизнь. Либо это будет Кнос про Минотавра. Вот, либо Спарта со всеми ее прелестями. Опять пшеница, земледелие. Знаменитые города. Опять повседневная жизнь, искусство и религия. В основном, конечно, в Афинах, но давай посмотрим. Вот, битва при Амфиполисе. Вино, как делали повседневная жизнь. Опять же, Фермопилы. Присоединяйтесь к потанцам знаменитой битвы при Фермопилах. Дельфийский оракул. Я, короче, знаешь, что предлагаю? Я предлагаю сначала сползать к Минотавру и потом битвы посмотреть. Посмотреть битвы, может быть, как делали вино, и закончить, потому что это будет очень долго в ином случае все вот это вот отсматривать.
Вот битвы, в принципе, тоже интересные. Амфиполис. Узнаете больше о битве при Амфиполисе и последствиях ее неожиданного исхода. Как раз и Марафонская битва, и вот Фермопилы, 300 спартанцев, где там воевали, ну и прочее сволочи. Там, стоит понимать, там не только спартанцы были. Просто романтизировали это дело. Уж спартанское образование, вот как раз познакомитесь, собственно, программы обучения спартанцев. Так, давай, короче, к туру перейдем сразу. Нам интересен Минотавр. Перейдем к нему. Сделаем перекур. Да, как раз уже 2 часа от стрима практически прошло. Сделаем перекур и продолжим. Лабиринт затерянных душ. И песок такой полетел, бля. Не, прикольно, кстати. Не, вот чё-чё, а графически Одиссей прям очень здорово выполнен. Мне прям безумно нравится там. Где-нибудь на горе стоишь, там у тебя океан, блики солнца, прочее. Прям охеренно смотрится. Рык Минотавра. Зачастую последнее, что слышит перед смертью. Влажный воздух, вырывающийся из его ноздрей, окутывает жертву. Дальше смерть. Ну, вообще горы и прочая штука очень забавно. Как забавно, очень красиво все это выполнено. Вот с графической точки зрения. Прям очень классно, очень здорово выполнен. Давай прям этого орла сейчас возьмем. Водопад. Точки обзора уже открыты. Прям вообще классно. Прям вообще очень нравится. Водичка прям вообще натуральная фактически. Очень здорово, очень круто, очень классно. Графически круто. Так, в общем, тур. Лабиринт затем... Так, это мы уже видели. Слушали кактусы. Пустынные такие пейзажи. Опять эти микенские. Но узнаете больше о это не микенская, а минойская цивилизация, мифическом лабиринте и Минотавре, который обитал в нем. 8 пунктов. Что ж. Что, делаем перекур и к Минотавру в гости, да? Так, давай. Перекурчик. Так, где у нас перекур? А, вот он. О-хо-хо. Курим, господа. И потом в гости к Минотавру.
Так. Все курнули? Я надеюсь. Там... Тень от орла была. Прикольно. Не, графически опять же здорово. Погнали, тур. Добро пожаловать в Кнос, где некогда обитал Минотавр. Так, расскажи об этом месте. Говорят, если прислушаться, можно услышать отголоски дикого рева Минотавра. Но, разумеется, это всего лишь ветер. Надеюсь. Готур. Кнос, где по преданию правил царь Минос, был центром древней минойской цивилизации. Этот город немало повидал и фигурирует во множестве знаменитых легенд. Найди меня, когда закончишь, и мы обсудим увиденное. Так, сколько точек? 8 точек. Погнали. Кносский дворец. Этот дворец самый большой из всех. Был возведен в 17 веке до нашей эры. И связан с именем легендарного царя Миноса. Он состоит из нескольких помещений, выстроенных вокруг центрального двора, а его площадь составляет более чем 13 тысяч квадратных метров. Остров Крит был заселен уже за 8000 лет до нашей эры. Со временем там появились города и развилась торговля. Дворцы строили, разрушали и снова строили до начала так называемого новодворцового периода, около 1700 года до нашей эры. Этот период длился более 300 лет, и его считают золотым веком минойской цивилизации. Крупнейший дворец этого периода находился в Кноссе. Это был целый лабиринт из мастерских, храмов, двориков, тронных залов и жилых помещений с мощенными дорогами и канализацией. Торговля и внешние связи были важны для минойцев, и они активно действовали на востоке Средиземноморья. Как следствие, критяне и те, с кем они торговали, влияли друг на друга и обменивались идеями, преимущественно мирно. Войн между ними почти не было. Вот так вот. Минойская цивилизация. Фасад Кносского дворца. Иллюстрация Балаш-Балок. Современность. Так вот. Могло это выглядеть. Вот так вот это выглядит сейчас. В 400 году до нашей эры. Дни руины. Кнос был заложен в далеком прошлом, в 7-м тысячелетии до нашей эры. В наше время город известен руинами дворца на холме Кефала. Руины делятся на две части. Плохо сохранившийся старый дворец и новый дворец. Новый Кносский дворец был крупнейшим из минойских дворцов и занимал общую площадь в 13 тысяч квадратных метров. В его центре располагался двор, скорее всего, церемониального назначения. Дворцовые центры минойской культуры Крита пали во время Микенского вторжения с материковой Греции. Но точная дата разрушения Кносского дворца так и не была установлена. Там еще под водой хуй его тьма. Так, часть Кносского дворца. Вот фотография. Кнос был заложен. Именно вот так вот статки выглядит. Ну, в принципе, особо ничего не поменялось за 2000 лет. В новодворцовый период первый этаж был хозяйственным. Дворец И Миноса. там располагались большие кладовые. Жилые помещения, что удивительно, с туалетами, располагались к северо-востоку от центрального двора. Дворец был украшен фресками, на которых были изображены бои быков и роскошно одетые женщины. Большие каменные рога посвящения
религиозный символ минойцев, стояли в западном дворе. Из других примечательных частей дворца можно назвать театр, служивший местом развлекательных зрелищ, трехчастное святилище, где поклонялись минойскому божеству, называемому историками богиней-матерью, и просторный главный зал, расположенный на 2-м этаже дворца. Дамы в голубом. Репродукция. 1927 год. Как-то так. Резко. Или типа того. Лабиринт затерянных душ. Вот, как раз подбираемся к лабиринту Минотавра. Рык Минотавра зачастую последнее, что слышит перед смертью. Влажный воздух, вырывающийся из его ноздрей, окутывает жертву. Дальше лишь смерть. Это я уже читал. Археолог Артур Джон Эванс Искусство минейское. сумел отыскать на острове Крит несколько древних табличек. Исследовав их, он выделил 2 вида минойской письменности – линейное письмо А и Б. С помощью линейного письма минойцы многое записывали, в том числе торговые сделки. Например, текст одной найденной в Кносском дворце таблички был сделан линейным письмом Б. На табличке были записаны подробности сделки по продаже кориандра, компонента для благовоний, неким Киприем, некоему Твинону. Благодаря переводу подобных табличек историки получили представление о культуре и жизни минойцев. Как-то так. Дикие козы. Печать лентоид из агата. Слева сама печать, справа оттиск. 1400-1300 год до нашей эры. Вот. Так вот. Все. Выглядело. В игре есть статуи с лицом, а внизу прямоугольника писюны. Писюны вандалы сломали. Это было после событий игры, а в игре писюнов... Да, я скидывал эту историческую справку. Потому что почему-то писюнов не завезли. В статуи маленькие. Удерживайте Т, чтобы взять... А где Т? Вот. Факел в рук. По легенде, Минотавр, Рождение Минотавра. получеловек-полубык, родился, когда царица Пасифая отдалась посланному Зевсом быку. Это опозорило царя Миноса, но он не решился убить Минотавра. Вместо Скотоложство. этого царь спрятал чудище в построенном Дедалом лабиринте. Рождение Минотавра. Арибал в форме головы Минотавра. 580-560 год до нашей эры. Выглядело. По лег- Дальше. Ближе к лабиринту. Дедал затерянных играл душ. важную роль Дедал. в греческой мифологии. Кто такой Он был Дедал? гениальным изобретателем. И однажды, в приступе зависти к столь же умному племяннику, столкнул того с вершины Акрополя. В наказание Дедала изгнали из Афин. Но такой прекрасный мастер не мог остаться без работы. Критская царица Пасифая, из-за проклятия Посейдона возжелавшая быка, заказала Дедалу деревянную корову, чтобы забраться внутрь и отдаться животному. Дедал исполнил ее просьбу, и это привело к рождению Минотавра. Позже Минос, вероятно, в наказание за роль Дедала в появлении Минотавра, велел мастеру построить лабиринт. Пожалуй, самый известный миф с участием Дедала был о его сыне, Икаре, который на созданных отцом крыльях слишком близко подлетел к солнцу и упал в море. Икар и Дедал. Пасифия и Артемида. 1 век до нашей эры. Как вот это все. Фреска, не фреска, не знаю. А как же ей было рожать Минотавра, больно. Ну, а быку отдаваться, как тебе такой вариант?
Уже после рождения Минотавра, сын Миноса Андрогей был убит в Афинах тем самым быком, которому отдалась Пасифая. Разъяренный Минос потребовал, чтобы каждый год афиняне отправляли в Кнос по 7 благородных юношей и прекрасных девушек. Избранных по жребию жертв Вот хрюкает. везли на Крит на корабле с черными парусами и отправляли в лабиринт, где их пожирал Минотавр. Смотри, там что-то шевелится, блядь. Серебряная кносская драхма. Вот так вот она. С изображением лабиринта. Гира. Блять, рычит что-то. Смотри, какая сволочь. Он... Дурак! Она тебя сожрет, блядь! Смотри, какой пидор. Ебаться. Я маленький и злой, блядь. Так, давай послушаем. Один из отправленных в лабиринт юношей Смерть Афин, Минотавра. храбрый Тесей, решил положить конец ужасной традиции. Перед тем, как покинуть Афины, он поклялся убить Минотавра и вернуться под белыми парусами. Но прежде чем войти в лабиринт, Тесей встретил Ариадну, дочь Миноса, которая в него влюбилась. Ариадна дала Тесею клубок нити, чтобы герой смог найти выход из лабиринта. Тесей вошел в лабиринт, убил Минотавра, вернулся к выходу, сматывая клубок, и отплыл назад в Афины вместе с Ариадной. Тесей убивает Минотавра, античная чернофигурная амфора. Вот так вот она выглядит. Член где, Максим? Вот, смотри, вот на амфоре есть член у Минотавра, у Тесея есть член. Почему у него ляжки такие огромные? Ну? Тут, конечно, вопрос другой. У Минотавра не, а у него там это, вон, видишь, махнули. Подожди, а я что-то проебал, да? Или нет? Не, вроде ничего не проебал. Блядь, да отпусти ты! Вижу, ты смогла выбраться из лабиринта. Минойцы не только стали героями мифов, но и внесли вклад в греческую культуру, привнеся веяние других стран. Чем хочешь заняться теперь? Я хочу проверить свои знания. Хочешь проверить себя? Хорошо. Начнем с простого вопроса. На каком острове располагался Кнос? На Наксос? Наксос — остров, да, но Кноса ты там не найдешь. Попробуй еще раз. Крит? Да, Кносский дворец располагался на острове Крит. Следующий вопрос. Какой герой убил Минотавра? Тесей. Верно. Тесей сразил Минотавра и вышел из лабиринта с помощью нити Ариадны. Ну а теперь последний вопрос. Пенисы ввысь. Что сделал Дедал для Лайк царицы поставьте. Пасифаи? Что делал Дедай? Дедал лабиринт он сделал. Дедал создал лабиринт для Миноса, мужа Пасифаи, А как? не для нее самой. А, для этой? Подумай. Ящик, деревянную корову, огромный деревянного коня. Нет, Деревянный деревянный конь — корова. это часть приключений Одиссея. Попробуй еще раз. Корову. Да. Проклятая Посейдоном Пасифая залезла в эту корову, чтобы отдаться Древняя быку. Греция, да. Греки Мои пидорики. поздравления. Ты хорошо знаешь историю. Члены здесь везде. Охотно. Следуй за мной.
Куда он нас отведет? Короче, что у нас получается? Сейчас идем про Минотавра посмотрели, идем по местам сражений тогда. Там их, в принципе, не так много. И можно будет заканчивать, да. Потому что стрим уже сколько идет? 2 часа с половиной почти. Как раз, думаю, часов до 3 добьем. Может быть, до 4, я не знаю. Сейчас посмотрим. Тур завершен. Кно свечи. Так, в Олимпии уже были. Так, смотрим. Только туры, все значки. Тут их дохерища. Скрыть завершенные, скрыть все значки. Только туры. Так, где у нас битва? Давай начнем, наверное, как раз с Фермопилов и легендарным спартанцем. Давай, наверное, оттуда и пойдем. В принципе, немного, штуки 3-4. Народу не нужна история, поэтому давай так быстренько. Потому что нам интересно, пробежимся и закончим. Мускульный доспех. Спарта, Фермопила. Присоединяйте... царь Леонид или нет? Присоединяйтесь спартанцам в знаменитой битве при Фермопилах. 8 пунктов. Ебаться. Приветствую тебя в Фермопилах. Ленька. В ущелье Фермопилы Я думаю, все знают, кто отважных такой царь спартанцев Леонид. Вместе с греками долго удерживал огромное войско Ксеркса, персидского царя. Как закончишь, отыщи меня снова. Вот, это дед Кассандры или Алексиус, смотря за кого будете играть. Вот. По сюжету Одиссея. Сказать, ну, я так справочку чуть-чуть дал об игре. Если кто не в курсе. Даже спустя годы Дарий с яростью вспоминал унизительный разгром персов в Марафонской битве. И после смерти Дария его сын Ксеркс не оставил попыток отомстить грекам. Как выразился Эсхил, он привел с собой весь Азии цвет. Между тем, лазутчики греков принесли весть об огромном войске Ксеркса. Да, кстати. После этого греки стали решать, где лучше держать оборону. Посмотрим, как вино делали, да. После долгих споров Наконец оставим. выбор пал на Фермопилы. Этот единственный проход между горами и морем был достаточно узким, чтобы греки могли сдерживать целую армию персов. Пролив у мыса Артемисий позволял флоту греков делать то же самое на море. 5000 пелопонесских греков разбили лагерь за стеной, перекрывающей Фермопилы, чье название значит «теплые врата». Возглавлял войско Леонид, царь Спарты, гордившийся тем, что, предположительно, был прямым потомком Геракла. С ним был отряд самых лучших воинов, позднее вошедших в историю как прославленные 300 спартанцев. Идем дальше. Леонид в Фермопилах. Живопись, масло. А ничего, все... Почему их всех голыми, блядь, в Фермопилах изображают? Голый со щитом и в тоге на голый хер. Отлично. Венцо под... большой член, значит, ёп, нездоровый член больной. Ну, поэтому они, наверное, и изображали все везде маленькие члены. Типа здоровые, да? Персы вторглись в Грецию летом 480 года до нашей Прибытие эры. персов.
А еще раньше туда дошли слухи об их силе и численности. Говорили, что персы съедают по 6000 тонн зерна каждый день и выпивают все реки и ручьи на пути, утоляя свою вечную жажду. На пути к Фермопилам персы не встретили сопротивления и даже набрали новых воинов из греческих городов и областей. Например, из Фракии. Согласно Геродоту, в итоге персидский флот насчитывал 1207 кораблей, на которых было примерно 240 тысяч человек. По его же подсчетам, в сухопутном войске было более 1 миллиона воинов. Силы же греков в Фермопилах были во много раз меньше. Ну, 300 спартанцев, я опять же говорю, это романтизированная хрень, потому что там, ну, царь Леонид, вот да, с собой там несколько отрядов привел. Возможно, там, ну, не 300 было, может быть, чуть больше. Вот. А в общей сложности там и афинские, и прочее, это союзные силы греков, там в общей сложности что-то около 6000, по-моему, было. Вот. Ну, персов, конечно, гораздо больше, но за счет того, что узкое ущелье и местность позволяла, вот как бы они, конечно, сумели сдержать, ну, по-моему, равно без особого, так сказать, без особого гарантированного успеха. Так, вид на Фермопилы на долину Ламии с горы. Так вот это выглядел. Какая-то старая фотография, по всей видимости. 910 год. Медитацию делаешь, чтобы сменить время суток. Не, суток не будем. Ксеркс думал, что при горшках виде с его члены огромной изображали. армии греки в страхе бросятся бежать Первое с поля боя. столкновение. Но они собрали совет. Пелопонесские воины хотели вернуться на Каринский перешеек и встретить персов там. Леонид же считал, что будет разумнее остаться в Фермопилах. Пока греки держали совет, Ксеркс отправил лазутчика в лагерь неприятеля. Он принес Ксерксу удивительную весть. Греки и не думали бежать, а спартанцы и вовсе занимались гимнастикой и расчесывали волосы, дожидаясь нападения персов. Чтобы устрашить греков, Ксеркс выждал еще 4 дня и лишь на 5-й атаковал. Персы встретили яростное сопротивление и понесли тяжкие потери, так что Ксеркс по Геродоту трижды вскакивал с трона в страхе за свое войско. На следующий день персам пришлось ничуть не легче, а греки все так же твердо защищали свои позиции. Воины с копьями, луками и колчанами, предположительно бессмертные. Личная стража царя Дария I, фриз из цветного лазурного кирпича. Так вот. Исторически выглядело во фризе. Казалось, греки будут вечно удерживать персов в Фермопилах. Но вдруг к царю явился местный житель и поведал кое-что любопытное. Он рассказал персам о горной дороге, что вела в обход Фермопил. Персидских воинов послали проверить эти сведения. Хотя этот путь охраняли греческие воины, они бежали в страхе, завидев персов. Вот так, на 3-й день битвы, греки оказались окружены врагами. Бронзовая статуэтка пастуха. Предателя! Вот сволочь! Чё он настоятельно им рекомендует? Ну давай сменим время суток. Раз он так хочет. Ночи-то зачем? Не хочу в ночи, слишком темно. Зато смотри, какие звезды.
Персы теперь встали с обоих концов Фермопил. И у Отступление. войска греков осталось только две возможности: отступить и спастись, или биться до последнего вздоха. Большинство отступило. Но часть войска осталась, в том числе Леонид и его 300 спартанцев. Для спартанца погибнуть в честном бою было величайшей честью из возможных. Те немногие воины Леонида, что не приняли последний бой при Фермопилах, позже поняли, что упустили шанс погибнуть с честью, и либо покончили с собой, либо всю свою жизнь терпели насмешки и презрение сограждан. Но спартанцы так добились не только за славу. Если бы они не сдержали персов, вражеская конница перебила бы отступающее войско греков. Вооружение гоплита: шлем, щит, меч и кираса. Вот так вот как-то изображено на вазе. Или на амфоре, наверное, правильнее будет сказать. Утром третьего дня царь Ксеркс заранее праздновал свою победу. Вторжение. Однако она далась ему нелегко. Царь Леонид пал в битве. Из-за его тела разгорелась жестокая схватка. Спартанцы бились до последнего. А когда они все погибли, тело Леонида принесли к Ксерксу. Согласно Геродоту, у персов более всего в почете доблестные воины, даже если речь о неприятеле. Но Ксеркс был так разъярен сопротивлением спартанцев, что вместо почестей он приказал отрубить голову Леонида и насадить ее на кол. Позже на холме, где спартанцы приняли последний бой, воздвигли статую льва в память о мужестве Леонида. Вот так вот. Надгробная статуя льва. Вот так вот она выглядит. Сейчас. Битва при Фермопилах завершилась победой персов, но пошатнула их боевой дух. Погибли тысячи персов, тогда как потери греков исчислялись лишь сотнями. И к тому же, благодаря спартанцам, остальные греческие войска смогли отступить и перестроиться. Поэтому даже когда Ксеркс встал лагерем у подножия Афинского Акрополя, готовясь отомстить за поражение отца при марафоне, персы были скорее встревожены. Теперь они знали, что греки их не страшатся и готовы защищаться до последнего. Бой воина с персидским лучником. В пупок. Уж хорошо. И заключительная точка, 8-я. При Фермопилах греки все же потерпели поражение. Слава Спарта. Но жестокий бой поднял их боевой дух. И греки давали персам яростный отпор вплоть до решающей победы при Платеях в 479 году до нашей эры. Окончательно изгнав персов, греки воздали дань памяти царю Леониду и его спартанцам, воздвигая памятники и слагая поэмы, навеки прославив боевое искусство и мужество воинов Спарты. Новообретенное уважение стоит особого упоминания, так как до войны спартанцев считали лишь кучкой задир, сующих нос в чужие дела. Битва при Фермопилах изменила мнение о Спарте и дала ей право считаться одним из самых сильных и влиятельных городов Греции. Театр Дельфийского союза. Монеточка. Ну, Ленька. Ты снова здесь. Ты понимаешь, как много значила жертва тех, кто пал при Фермопилах. Если бы не они, от Греции осталось Ладно, лишь заметно. так хорошо, хоть в жоп не выебали, блядь. Чем займемся теперь?
Давай, я хочу свои знания Если ты проверить. рвешься в бой, приступим. Первый вопрос. Как звали отца Ксеркса? Ксеркс, Дарий. Да. Одной из главных целей вторжения Ксеркса Один в Грецию Ксеркс, была месть за Дарий, поражение второй Дария в Артаксеркс, Марафонской это его битве. сын какой-то был. Следующий вопрос. Жесть, короче. Какая битва стала решающей в победе над армией Ксеркса? Эти как он, марафон. Там была марафонская. Марафонская битва была до вторжения Ксеркса. Нет. Попробуй еще раз. Нет, еще раз. По Платеях? Верно. Битва при Платеях положила Чуть не конец помню такое. вторжению Ну Ксеркса. ладно. Последний вопрос. Сколько спартанцев сражалось при Фермопилах? Больше 300. Ну, примерно 300. Да, Версия. нас было 300 против армии Ксеркса. Больше их, чуть немножко Да, было, ты блядь. многое знаешь, у меня больше нет Не ровно вопросов. 300. До встречи, сторонница. Страница, блядь, до встречи, страница, блядь. Так, короче, что там, спартанского солдата открыли, Леньку открыли. Так, что у нас? Едем дальше по местам былой славы этих самых древних греков. Вот тут опять же спартанское образование, но это нам не нужно пока. Так, вино у нас сделали где-то здесь, да? Вот, да, вот, вино, повседневная жизнь. Посетите остров Тассос и познакомьтесь с чем? Познакомьтесь с античными технологиями виноделия. Но это мы попозже. Это мы... Не 200. Там больше было. Там не 300 было. Там их было больше. 285 с половиной. Так, короче, где у нас еще битвы происходили? Ну, битвы-то происходили уже здесь. Так, давай, да что, давай марафонскую, да? Ебанем. В принципе, больше такого нет. Вот как раз марафонская битва. К туру. Я говорю, там просто слишком романтизировали все дело. Да, вот, помимо-то спартанцев еще и, блядь, и 5000 греков было. Остальных всяких прочих. Еще флот афинский. Об этом почему-то никто не помнит. Побывайте в марафоне на месте одного из самых знаменитых сражений греков с персами. Ну так подожди, да позже там еще и спартанцы херачились с афинянами при этом самом марафоне. Приветствую тебя на месте легендарной марафонской битвы. Тур, погнали. Битва при марафоне стала одной из важнейших в истории Греции. Именно здесь афиняне приняли бой против огромной персидской армии. Ты узнаешь о причинах противостояния, о самой битве и об ее последствиях. Встретимся снова, когда закончишь. Удачи тебе! 8 точек опять. 9 даже. В 490 году до нашей эры 600 персидских трирем бросили якорь в 35 километрах от Афин. Им преградили путь 11 тысяч гоплитов под предводительством афинского стратега Мильтиада. Персов было примерно в 5 больше, чем греков. Но все же греки сумели обратить в бегство тех, кто намеревался их покорить. Марафонская битва стала поворотной в истории греко-персидских войн. И победу афинян прославляли в Греции еще много лет.
Бег на длинную дистанцию называется марафоном в честь воина, который прибежал из марафона в Афины, чтобы рассказать о победе. Впрочем, может быть, это всего лишь легенда. А может быть, они заставили драпать персов, блядь. Как это, марафонский бег от этого и пошел, блядь. Стелла с могилы воина Полида, павшего в битве. Ничего не понятно, но вот тебе Максим Писка, маленькая. Персы хотели захватить Грецию, в том числе из-за серебряных Что рудников. красиво, смотри как. В 545 году до нашей эры На они движке игры. приблизились к своей цели, победив Креза, царя Лидии. Эта победа вынудила греков, живущих в Малой Азии, сдаться и обеспечила персам твердую почву для подготовки вторжения. В 494 году до нашей эры жители Милета восстали против власти персов. Их поддержали Афины и близлежащий город Эретрия, и милетяне сожгли важный для персов храм. Графия? Святотатство привело Дария в ярость, и в 491 году до нашей эры он отправил в греческие города послов с требованием покориться. Афиняне и спартанцы убили послов, бросив тем самым вызов Дарию. Тогда персы вторглись в Грецию и сначала захватили город Наксос, взяв в рабство его жителей, а затем и город Эретрию. Исполнившись уверенности после череды побед, персы отправились в Афины. Реквиум? Лучники. Фриз из дворца Дария в Сузах. 5 век до нашей эры. Так вот, персидские лучники по Данте выглядели, по всей видимости. Греков поразила жестокость, с которой нападали персы. Чтобы выстоять в грядущей битве, Афины были вынуждены просить помощи у других городов. Реакция греков. Что неудивительно, они обратились к Спарте, которая славилась сильнейшей армией в Греции. Спартанцы согласились помочь, но не смогли выслать подкрепление вовремя из-за празднеств в честь Аполлона Корнейского, когда им нельзя было покидать город до полнолуния. Единственным городом, пришедшим на помощь Афинам, стал биотийский город Платеи, отправивший афининам 1000 гоплитов. Так, впервые в истории нападение внешнего врага угрожало всей греческой цивилизации. Несмотря на общность языка и религии, греческие города очень часто воевали между собой. Перед угрозой вторжения персов греки впервые осознали, что должны действовать сообща, чтобы выжить. А потом пришли римляне. Нет, конечно, гораздо позже, но пришли. Аполлон Корнейский, Аверс Диабола из Ментампо... Блять, язык сломаешь нахер. Вот так вот. Монеточка деформированная. Сейчас. Сначала персидский флот планировал высадиться в Фалерской бухте. Однако изгнанный афинский тиран Гиппий, примкнувший к персам, Сместился. посоветовал им высадиться у Марафона, где будет удобнее развернуть конницу. Афиняне не знали о планах персов Прибытие. и оставили Марафон без защиты. Это позволило персам развернуть лагерь на берегу, пока Афины готовились к обороне. Бегство персидского воина. Античная краснофигурная шейная амфора. Детали изображения. Как бы. Да, на одной стороне. Такая сволочь, опидорившая. Огромное численное превосходство персов Стратегия. вынуждало афинян полагаться на изобретательность своих стратегов. 10 тысяч гоплитов афинян вместе с 1000 гоплитов-платейцев отправились на холм, что возвышался над лагерем персов. Прибыв на место, афиняне стали решать, ждать ли им нападения врага или атаковать первыми. Афинские стратеги полагали, что лучше подождать, но Мильтиад считал, что намного выгоднее атаковать первыми, так как у персов позади было море. Наконец, все согласились с Мильтиадом, и греки атаковали.
Бюст Мильтиада. Так вот, товарищ выглядит. Согласно Геродоту, Вот греки сражение. напали на персов без поддержки лучников или конницы. Персы не были готовы к атаке, которую сочли безумной. Сперва они сдерживали греков, но после те оттеснили их к кораблям, и персы были вынуждены отступить. В этой битве персы понесли большие потери, приблизительно 6400 человек убитыми. Афиняне, в свою очередь, потеряли всего лишь 192 воина. Битва при Марафоне. Такая живопись. Не, ну эти тогда могли со своей фалангой греческой. Потом, когда пришли римляне, вот это вот уже фаланга устарела. Победу при марафоне справедливо считали чудом. В числе ее причин греки называли появление легендарных героев, якобы восставших из мертвых, чтобы сражаться на стороне афинян. Например, некоторые клялись, что видели на поле боя мифического царя Тесея. Его даже изобразили на пестрой стое в Афинах. Другие рассказывали, будто на марафонскую битву явился сам Геракл в львиной шкуре и с дубиной. Рассказы о появлении этих героев способствовали тому, что битва при марафоне стала для греков легендарной. Потому что фаланга работает только на ровной местности. Дальше нет, дальше очень сложно. Геракл в бою, бронзовая статуэтка. Вот так вот. Ломает кого-то. И, по всей видимости, остальное уже сожрал. Бежав из марафона, персы задумали войти в Афины через Фалерскую бухту. После битвы. Войско греков, не теряя времени, вернулось в Афины и приготовилось защищать их. Опасаясь больших потерь, командующий персидского флота отменил высадку, и персы вернулись в свою империю. Поражение привело Дария в ярость. Желая мести, он велел снарядить войско для нового похода морем и сушей. Между тем, опоздавшие в бой спартанцы поздравляли афинян с победой. Царь персов и корма галеры. Вот так вот это. Сука, гоблин. Класс. Так, и 9-я точка. Хреново то, что они флагами Победа изобразили. при марафоне стала для афинян началом новой эпохи. Согласно Геродоту, успешное противостояние натиску персов обеспечило Афинам первенство среди греческих городов. Афиняне обессмертили свое превосходство, воздвигнув памятники у себя и в Дельфах. Марафонскую битву считали также ударом по тирании. Тиранию воспринимали уже не как издержки авторитарной власти, а как предательство Родины, проступок, в котором не хотел быть уличен ни один правитель. Это помогло установить институт демократии на следующие 2 века. Было бы прикольнее, если бы там воинов. Ну, конечно, понятно, это в угоду производительности, скорее всего, сделано. Не, ну я бы глянул, я посмотрел. Когорты, ну, ладно, когорты это я уже на римской учился. Вот, но, ну, в любом случае, понятно, о чем я. Сокровищница афинян в Дельфах. Вот так вот сейчас выглядит. Сохранилось хорошо. Да, за 2500 лет-то, конечно. Чески. Так, а за... Можно поле облететь. Ну, понятно, что, ровное поле. Конечно, фаланга будет работать. Римляне, конечно, пошли другим путем.
У них, конечно, все это дело немножко по-другому было, и бились они с греками далеко не на ровной местности, где фаланга нихуя не работала. Но это ладно. Надеюсь, тебе было интересно узнать о Марафонской битве. Она стала поворотным событием не только для Афин, но и для всей Греции. Ее последствия ощущались долгие годы спустя. Чем теперь ты желаешь заняться? Я хочу проверить свои Хорошо, знания. начнем с самого простого. Кто командовал греческими войсками при Марафоне? Я забыл. Не Леонид, Брасит, Мальтиад. Верно. Мильтиад был стратегом Афин, и под его командованием греки обратили персов в бегство при Марафоне. Следующий вопрос. Сят это спартанцы его. Какой город знаю, восстал против персов в 494 году до нашей эры? В смысле до нашей эры? Ты живешь сейчас в 400 году до нашей эры, блядь. Так откуда ты знаешь? У тебя исчисление идет просто как римляне. У них исчисление шло от дня основания Рима. Все. То есть и сейчас можно так исчислять. Там сейчас какой получается 2600 год, да? от дня основания Рима. Повтори вопрос. Какой город восстал против персов в 494 какой год? году до нашей эры? Наксос, Милет, Марафон, Мерпсиполь? Персиполь был Да? столицей Персидской империи, А. так что я не думаю, что у его жителей был повод для восстания. Значит, Попробуй снова. Наксос. Нет, боюсь, Значит, Наксос Милен. был завоеван персидским флотом по пути к Афинам. Попробуй еще раз. Значит, Милет. Верно. Милет восстал против владычества персов при поддержке жителей Афин и Вариантов мало. Эретрии. Еще вопрос. Какой город помогал Афинам при Марафоне? Платея. Да, платейцы выслали на Косарь, помощь Афининам гоплитов. 1000 гоплитов. Мудрые ответы. Ты много знаешь. Охуенно. Все. Короче, В любом едем случае, дальше по прощай. местам Может, увидимся снова. славы боевой. Так, по местам славы боевой. Что у нас дальше? Минус ух. Минус ух. Так, места славы боевой еще 2 места. Либо можем отправиться сразу на виноделие и закончить стрим. Не знаю. Как хотите. Стрим идет уже практически 3 часа. Вот, можем пойти в битву при Амфиполисе или Амфиполис, наверное. Узнайте больше о битве при Амфиполисе и последствиях ее неожиданного исхода. Так, есть еще битва при Пилосе и на острове Сфактерия. Узнайте больше о 2 сражениях, переломивших ход Пелопоннесской войны. Пелопоннесские войны, опять же напоминаю, это Спарта и Афины. Пелопоннесские войны. Вот. И что? Вроде бы все. Вроде бы ничего не осталось такого. Ну, разве что военная подготовка спартанцев. Познакомьтесь с особенностями насыщенной программы обучения. Узнайте, как спартанские мальчики становились настоящими солдатами. Вот. Можем пройти где-то по этим вещам, а можем пойти вино смотреть. Про вино у нас посетите остров Тассос и познакомьтесь с античными технологиями виноделия. 10 минут. Ну давай тогда как раз посмотрим винище. Там как минут на 10, да, и будем заканчивать. Раз 3 с лихуем часа получится, но сначала я хотел бы перекурить.
Вот. Я, в принципе, уже по всем статистическим данным понял, то, что исторические ролики не заходят. Народ, ну, в записи, кому нужно, тот посмотрит. А на стримах, думаю, нет. Все-таки на стримах более развлекательные вещи будем делать. Вот. Сейчас кошмары в субботу или в понедельник закончим, пока не знаю, но закончим. И дальше уже Vice City и прочие дела. Сзади какие-то руины. Виноградник славы. Слушай, а где вообще? На острове Тассос, да? Тассос или Тассос? Тасс. Просто. Тасс. Остров Тасс. Острова Гефеста. Бараны ходят всякие. Кажется, Россия львов, медведей и прочих кабанов убрали. Потому что мир местами живой. Мне, знаешь, я когда поставил Одиссей, я что-то просто катался, исследовал точки интереса. И прямо на подъезде к городу там плантация была, что это мужик ходил, оливки там с дерева какого-то собирал или что он там, не помню. Короче, что-то с дерева херачил, тут херак, медведь такой с горы спускается, начинает ебашить, блядь, деда. Мимо проезжает патруль из 2 афинских всадников, они, блядь, видят это все дело, спрыгивают с лошадей и начинают пиздить этого медведя. Вот. Медведь начинает ебашить их, дед убегает, оттуда прибегает еще патруль, блядь. Такой более-менее живая херь. Ну, короче, медведь в итоге всех запиздячил и пошел в лес обратно. Вот. Ну, я пришел там с 5 человек, блядь, подобрал лут и поехал дальше в город. Нет, достаточно прикольный, достаточно, ну, по крайней мере, рядом с городами он достаточно живой. Другое дело, все деревни, они в принципе под копирку, все лагеря, они под копирку. Вот, где-то вдали от исторических городов, то бесполезно что-то искать. Жизни никакой, а вот где-то вот в каких-то больших вот центрах там да, там вот какая-то движуха происходит, и я вот все время подмечал это. Очень здорово выглядит. Так, давай перекур и пойдем смотреть, как делается.
Да, хули нам медведям, блин. Хотел кокоса взять. Пришел. Он убежал за хромак. Так что рубрики о кокосе в эфире не будет. Зачем я микрофон отключил, непонятно. Уставать. Уставать уже начинаю, поэтому давай посмотрим, как делается винище, как делалось винище в Древней Греции, в античности. Заканчивать. Посетите остров Тассос или Тассос и познакомьтесь с античными технологиями виноделия. Птеродактиль какой-то летает тут. 5 пунктов, примерно на 10 минут. Погнали. О, мой друг! Это- Какая удача встретить тебя в столь пьянящей обстановке! Маркос. Из Я бы угостил компании. тебя, но от чего-то работники здесь не спешат делиться вином. Сквалыги! Так, тур. Как намекают виноградные лозы, это один из греческих виноградников. Вино было важной частью греческой культуры, и здесь ты узнаешь, как его делали. Кроме того, что вино очень вкусно и приносит доход, оно было серьезной частью экономики. Я разыщу тебя, друг мой, после твоей прогулки. До встречи! Дракон летает. Виноделие возникло за 3-4 тысячи лет до нашей эры. Оно широко распространилось в бронзовом веке, и вскоре греки стали мастерами в этом ремесле. Первым шагом был сбор урожая. Лозы в виноградниках росли рядами, а грозди собирали вручную. Согласно Гомеру, сбор винограда сопровождался музыкой, приобретая праздничный тон. Вино в Древней Греции было 3 разновидностей – австерос, глюкозон и автократос. В него добавляли пряности, травы, смолы и даже благовония. Оно также было крепче современных вин, с содержанием алкоголя около 16%. Поэтому его разбавляли водой, чтобы сделать приятнее на вкус. Умели ж делать-то, да? Винище. Сбор винограда. Амфора. Покоцанное, конечно. Очищенное. Ну, вроде, что-то вроде видно. Вон чувак там собирает писку, не видно. Прикольно. Умели ж делать. Древние пидорики. Виноград высушивали, чтобы увеличить сладость и не дать вину превратиться в уксус. Чаще всего для высушивания грозди раскладывали прямо на земле под лучами солнца, а на ночь прикрывали, чтобы на них не выпадала роса. В поэме Гесиода «Труды и дни» сказано, что сушить виноград нужно 10 дней и ночей. Когда грозди были полностью высушены, их собирали в сосуды пифосы, как и в наши дни. Запоминайте. Может, кто-то будет это самое по древнегреческой технологии виноград делать. Сатиры собирают виноград. Чекамф. Прикольно. Хвост, по всей видимости, либо победил, да, задница. Опять. Давить виноград греки умели разными способами. Давить. Чаще всего грозди винограда складывали в ленос, большой чан, и работники давили его ногами. Также иногда виноград давили вручную через сито, либо в ступе, используя пест, либо же с помощью простейшего пресса, скручиваемого мешка. Рапет из Аргила. Фотография 2004 года. Так, показал, вот. И тут, видимо, это та-та-да-т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 а, но это итальянская уже херня. Но все равно. Вспоминается музычка. На следующем этапе выдавленный сок разливали в большие сосуды – пифосы, Брожение где он хранения. начинал бродить. Перебродившее вино процеживали через этмос или ткань, отделяя осадок, остатки ягод и мертвые дрожжи. Затем вино помещали в особое хранилище. Помещение было сухим.
Пифосы с вином до половины зарывали в землю, чтобы поддерживать температуру в 15 градусов по Цельсию. Эти меры позволяли сохранить вкусовые качества вина до отправки на рынок. Так вот. Терракотовская амфора с клеймами на верхней части ручек, указывающая имя гончара и дату изготовления. Родос. 3-2 век. Нашей эры. А еще их в землю, по-моему, взорвали. В подвалах. Не, в подвалах там римляне. Они уже в лют холодных. А эти, по-моему, землю взорвали. Как раз он. И все отлично. Когда вино было готово к отправке, Розлив его и разливали в сосуды, амфоры. Они были меньше пифосов и удобнее для перевозки и продажи на людных рынках. Правда, это не значило, что перевозка вина была легким делом. Иногда корабли с амфорами попадали в шторм и разбивались, не дойдя до порта. И тогда сотни винных сосудов попадали в море. У торговца вином. Илика. 500 год до нашей эры. Когда вино было... Архаичная эпоха. Так вот это. С видимостью выглядело. Как поет или что она там... наливает. Архаический период. Все. Можно проверить знания. Мой друг, ну как жажда знаний утолена? Надеюсь, тебе было интересно Финиш узнать, налил как бы. собирают и давят виноград, и как разливают любимый напиток греков. Может, если бы покупатели знали, как трудно делать вино, они бы легче выкладывали за него деньги. Но хватит об этом, наверное. Что я могу сделать для тебя? Греки макали, они же еще хлебом ржаным вот этим испеченным, да, питались. И на завтрак они этот, блядь, хлеб макали в вино. Я вот даже не могу представить, как можно, блядь, хлеб жрать в вымоченной вине. Тем более в разбавленном вине. Да вообще как это возможно? Ну вот, видимо, у них какой-то такой своеобразный вкус был. Хочешь испытать свой ум? Поверь, ты не найдешь для этого более подходящего собеседника. Что ж, приступим. Как назывался сосуд для доставки вина на рынок? Амфора, наверное. Да, для доставки на рынок вино разливали в амфоры. Следующий вопрос. Какое слово из списка не означает тип вина? Австерос, автократос, тасос, глюкозо... автокрасос, наверное. Нет, автократос — это полусладкое вино, но продолжай попытки. Австерос? Нет, австерос — это сухое вино. Еще раз. Панкреникроз, блядь, тасос, наверное. Верно. Тасос — это остров знаменитый Глюкогос — это виноградниками, а не вино. Теперь остался последний вопрос. Как называется процесс получения виноградного сока для вина? Брожение, прессование, сбор, прессование. Именно! Собранный виноград работники давили в Леносе часто просто ногами. Только старайся не думать об этом, когда пьешь любимое вино. Вонючими грязными Ты знаешь ногами. толк в винах. В твоей памяти фактов, как монет в моем кошеле. А это немало. Все. Как пожелаешь, друг мой. Надеюсь на скорую встречу. Думаю, все. Кузнец разблокирован. Можно оседлать коня и уехать в ебеня. Сяду на коня. Так, ну что, господа, будем заканчивать наш интерактивный тур древнегреческий.
Вода, конечно, вообще классная. Графин, конечно, вон эти афинские кораблики. Смотри, смотри, он блики и прочее. Вообще, я так кайфанул, на самом деле, как компанию проходил. На этих самых, на корабль, когда сел, я не знаю, Трирема она назывался, нет? Я вообще прям кайфанул безмерно, прям офигенно. Мое почтение. Особенно вот эти вот блики солнца и прочее. Так, если то ли свет буянит, то ли я не знаю. Смотри, остановились или нет? Подожди, вы что, биться хотите? Так, господа, а можно я к вам? Тут же эта боевка отключена. Так, а мою лодку запенетрировали, по всей видимости. Есть дюк. На корабле. Так, го. Плыви. А, смотри, не разрушили. А вы поплывете куда-то дальше, нет? Его еще один корабль. Этот плывет. Этот больше. Или нет, или он такой же. Смотри, остановился. Или поплывут дальше. Давай поглядим. Не, ни хера не поплывут. Слушай, а на мачту можно залезть? Интересно. И загореться. Я повелитель огня. Ну, на мачту тоже можно, оказывается. Смотри, как прикольно. Солнышко светит. Блики. Смотри, ну не классно же? Сука, остановились. Не хотят плыть. Афини не проклятые. И афиняне. Это такой же корабль, да, как и тот? Спидаль. А смотри, тот тоже остановился что-то. Смотри, что делает. Смотри, смотри. Бах! Успею. Смотри, сразу поплыл. Давай под воду. Смотри, тут и в этого индикатора воздуха нет. Можно, в принципе, совсем на днище залечь. Аки кальмар. И этот Камбалевич. Слушай, смотри, как глубоко ты, да? Что, можно до дна добраться, интересно?
А тут, наверное, не прорисовано ничего. Вообще не видно ни пизды. Силуэт, смотри, один. А вот, днище, походу. Да, похоже, все. Да, днище, днище. Да-да-да, дно, дно. Можно на орле полетать. Ладно, давай назад. В смысле стрим на паузу стал? Стрим на паузе не стоит. Я смотрю на экране. На третьем все показывает хорошо. От первого лица, да? Смотри, смотри. Типа от третьего раз это. Отключить вот опять. Охуенное первое лицо, да? Пиздец. Ладно, чё, будем за это завершаться. Сейчас мы на это как дорожки. Так, офигенно же, да? Вообще прикольно. Вот чё, вода мне здесь прям безумно нравится. С такими бриками, вот это классно. В принципе, все, что хотели, я думаю, посмотрели. Если что-то нужно будет, там, я думаю, отдельно напишу. Вот. Прощаюсь я, скорее всего, до завтра пятница, суббота, наверное, скорее всего, до субботы, воскресенья или понедельника. Там будет продолжение кошмаров маленьких. Надо пройти там на пару часов, скорее всего, осталось. Ну, судя с учетом того, как я играю, скорее всего, часа на 3. Может быть, на 2. Точно не знаю, но закончим в любом случае. Ну и дальше по накатанной. Vice City, Noir, Дракон. Скоро будет метро. Про скачанные SSD-шники, метро ждет своего часа. В общем, спасибо, что смотрели, Максим Джейсон, да, а также господа, которые инкогнито сидят, не пишут, смотрят, также не зарегистрированы товарищи на нашем сайте streamcube.ru. Вот, прощаюсь до следующего стрима. Видео я так и не опубликовал, но надеюсь, все-таки опубликую к следующему стриму. Еще у меня 2 рендере стоят, лежат. Спасибо за внимание. Отдельное спасибо, кто посмотрит и смотрит этот стрим уже в записи. Таких людей немало. Что и мы. Спасибо. Отдельно. В общем, господа, хорошего вечера. Прощаюсь с вами. Надеюсь, вот, блядь, через несколько дней буквально увидимся. То я, как обычно, называю дату там и сам не стримлю, потому что у меня то одна херня, то другая херня. Сам куда не деваюсь, то кто-нибудь приезжает и, короче... Ладно, надеюсь. Надеюсь, меня простите, но в любом случае вот. Все, пока, господа, пока. Хорошего вечера, себя и своих близких.
Не то включил. Гагис, блядь, Гагис.